бесполезный, замкнутый идиот, живущий как НПК в своей собственной жизни, прямо как ты. Все становится еще хуже, когда его возлюбленная начинает получать удовольствие от издевательств над ним, превращая его жизнь в ад. Но он не понимает, что это просто ее извращенный способ сказать, что она хочет его обнять. Все начинается, когда он встречает Сузаки, первокурсницу колледжа, которая рада снова стать его однокурсницей. Она спрашивает его, занимается ли он плаванием в колледже, как в старой школе, и он отвечает, что здесь нет плавательного клуба, но добавляет, что есть много других занятий, что повышает ее ожидания. Однако через несколько месяцев она разочаровывается, когда понимает, что Бро — депрессивный, бесстыдный одиночка, у которого нет никаких интересов, кроме сна. Она злится и решает что-то с этим сделать на следующей встрече. В новом году она снова встречает его и предлагает провести время вместе, потому что его жизнь такая же скучная, как и твоя. На следующий день во время школьных каникул она врывается к нему и предлагает посмотреть фильм и пообедать, но он отказывается, говоря, что собирается прогуляться. Но она продолжает следовать за ним, пока он не соглашается взять ее с собой. Она спрашивает, куда они идут, но он отвечает грубо, и она начинает кричать на него перед всеми. Это сразу превращает его в подонка, который не может позаботиться о своей девушке на глазах у всех. Он неохотно соглашается и ведет ее в кино, удивляя ее тем, что одинокий идиот изначально собирался посмотреть фильм один. Она начинает издеваться над ним, но он рассказывает ей о своих увлечениях и предпочтениях. Но она отвечает, что именно так и сказал бы одиночка. Затем он спрашивает, что она считает забавным, и она отвечает, что было бы весело увидеть, как он пробирается в магазин, чтобы купить грязные DVD, но он отказывается. И она дергает его за нос, пока он не сдается. После этого Сакура не может решить, какой фильм посмотреть, удивляя Юзаки, который не может поверить, что у него не было фильма на примете до прихода. Он говорит ей, что это было спонтанное решение, и кроме того, это одна из проблем, с которой сталкиваются такие одиночки, как он, когда приходят в кино. Тогда он предлагает ей выбрать любой фильм, который она хочет посмотреть. Он платит, и она с радостью выбирает фильм. Он платит за них обоих из накопленных баллов. И когда он ожидает, что трехфутовый идиот поблагодарит его, как любая нормальная девушка, она снова начинает издеваться над ним. Потому что только у настоящего одиночки могут быть такие баллы. Сакурай снова злится и хочет задушить ее. По дороге домой после фильма они заходят в магазин электроники, и Юзаки просит их зайти, потому что ей нужны новые наушники. В магазине Бро начинает интересоваться товарами на полке, но не хочет поддаваться импульсу после просмотра 10 законов инвестирования Уоррена Баффета на YouTube. Мизаки зовет его и просит попробовать массажное кресло вместе с ней. Когда он садится рядом с ней, она увеличивает скорость вибрации, но это быстро напоминает ей о ее вибрирующей игрушке, и она начинает издавать счастливые звуки, которые слышит Сакурай. Он быстро просит их уйти, пока его магнум не перезарядился. Но непослушная девочка садится на другой массажер, который приводит в движение ее тело, и он тут же закрывает глаза от смущения. Затем они идут в секцию виртуальной реальности, и Юзаки начинает первый, но случайно бьет Сакурая по лицу, пока играет. Сакурай тоже решает попробовать и играет в игру про глубоководное погружение. Вскоре на него нападает акула, и он начинает размахивать руками, защищаясь, пока вдруг не хватает Юзаки за плавки. Он сжимает их на мгновение, думая, что это какая-то медуза или что-то в этом роде, и Юзаки кричит. Он снимает гарнитуру и удивляется, что виртуальная реальность настолько реальна, даже на ощупь. Затем они играют в симулятор бейсбола, и Юзаки издевается над Такарой за то, что он так плохо играет, несмотря на то, что хвастается своим опытом. Она тоже решает попробовать и бросает ему вызов, что если она сделает хоум-ран, то ужин за его счет. Когда питчер бросает мяч, она пытается отбить его, но вместо этого получает удар и падает на землю. Сакурай говорит ей, что она должна быть дура, если думает, что может так играть, но она винит его, говоря, что просто подражала ему. Сакурай предлагает ей пойти домой и отдохнуть, а завтра сходить к врачу, но она говорит, что все еще хочет поужинать. Позже в фастфуде он говорит ей, что ее травма не должна быть серьезной, потому что она сама дошла сюда. Но он говорит, что ей нужно сходить к врачу на следующий день, если она почувствует дискомфорт. Но Музаки не обращает внимания на его слова и просто наслаждается едой. Затем он говорит, что этого бы не случилось, если бы она не была такой упрямой. Роуз вдруг замечает тарелку и понимает, что этот обжора съел всю курицу, которую они должны были разделить, пока он разглагольствовал, как рассерженный родитель. И это еще больше его злит. Она предлагает ему свою порцию, но он говорит, что больше не хочет. Продавец, который сразу же считает их парой, заказывает еще одну порцию курицы. И пока она готовится, продавец предлагает Юзаки бесплатную порцию мяса, которую она тут же съедает. Но когда Сакура хочет попробовать, он обнаруживает, что она снова все съела. Ему приносят курицу, и Юзаки смотрит на нее, как голодный носорог. Затем она пытается съесть ее, но Сакура недовольно кричит. На следующий день Юзаки встречает Сакуру в школе и говорит, что ей было весело вчера. Она также утверждает, что позаботилась о том, чтобы его одинокая душа не скучала, но он отвечает, что все равно хочет провести день в одиночестве.
Зная, что он просто притворяется, она просит его пойти с ней сегодня, чтобы он научил ее играть в бейсбол, но он отвечает, что хочет только хлопать в ладоши. Он говорит ей, что сегодня занят, и она говорит, что в другой раз, на что он соглашается, зная, что с ней ему не будет скучно. И тут непослушная девочка вдруг повышает голос, говоря, что у нее все еще болит спина. И она не может нормально ходить из-за того, что они сделали вчера, и это его смущает. Несколько дней спустя, когда Сакурай работает в кафе, Юзаки вдруг видит его, проходя мимо, и решает его побеспокоить. Она удивляется, увидев его, и спрашивает, почему он не сказал ей, что работает здесь. Тем временем босс Сакурая, наблюдая за ними, задается вопросом, кто она для него. И, судя по его сердитому выражению лица, решает, что она его враг. Сакурай говорит Юзаки, что это место одновременно и его работа, и убежище для отдыха, поэтому ей нужно уйти, но она отвечает, что тоже хочет отдохнуть и голодна. Он предлагает ей поесть в другом месте, но Юзаки не отступает и настаивает на том, чтобы заказать еду здесь. Она требует поговорить с его боссом, как Карен, и, повернувшись к старому дизеру, который наблюдает за их драмой, благодарит его за заботу о ее старшем. Старик понимает, что это отношение сеньора и сеньориты, и, учитывая, как близко к земле стоит Юзаки, спрашивает ее, права ли она, и она отвечает, что она студентка колледжа. Владелец кафе шокирован тем, что он этого не заметил, потому что думал, что у него идеальный глаз, чтобы правильно определять людей. Он видит ее пышную грудь и думает, что, должно быть, действительно существует Создатель. Тем временем, видя его странное поведение, Сакура считает старика хищником, готовым рискнуть всем ради пышных подушек. После этого Юзаки садится и начинает вести себя как клиент, но Сакурай чувствует себя неловко и ведет себя ужасно, заставляя ее задуматься, как он обращается с другими клиентами. Тем временем скучающий старик находит их драму интересной и надеется, что она не закончится. Сакурай говорит Юзаки, что он всегда стесняется, когда рядом с ним кто-то из знакомых, и она спрашивает, относится ли он также к своим друзьям, которые приходили сюда раньше. Он спокойно отвечает, что она единственная, к кому он так относится, потому что она особенная, и тут же переключается на свой режим Дилана, говоря ей, чтобы она взяла все, что хочет, и убиралась отсюда. Владелец кафе и его бобы просят Сакурая показать, как он обращается с другими клиентами, и это возбуждает Юзаки. Он тут же начинает обращаться с ней как с Золушкой, но это только веселит ее. Он злится и выгоняет ее, как твой токсичный бывший. И хотя она умоляет его впустить ее обратно, он отказывается, пока старик не говорит ему проводить ее домой, пока не стемнело. По дороге домой Юзаки говорит Сакурай, что она голодна, но Сакурай просит ее заткнуться и идти домой. Она говорит ему, что в следующий раз закажет сама, и он отвечает, что она может это сделать, потому что в следующий раз его там не будет. Юзаки, однако, хвалит кафе. И Сакурай говорит, что ему очень нравится это место, и она предлагает ему тоже устроиться туда на неполный рабочий день. Но он говорит ей, чтобы она даже не смела. На следующий день Сакурай неожиданно встречает котенка по дороге в школу и пытается его погладить, но котенок не дает ему прикоснуться к себе грязными руками. Юзаки встречает Сакурая и пытается погладить котенка, используя трюк, который она узнала в ТикТок. Ей удается приручить кота, и Сакурай удивляется. Она говорит ему, что у нее дома есть кошки, и спрашивает, не хочет ли он их увидеть, но он на мгновение задумывается, стоит ли идти к девушке домой одному, хотя ему очень хочется поиграть с ее котенком. Мимо них проезжает байкер, и кот тут же убегает, и Сакурай чувствует себя виноватым, потому что ему очень хочется поиграть с этим котенком. Он жалуется, что у него нет кота и что его родители не разрешают заводить домашних животных. Увидев это, она решает пойти за котом и тут же убегает, удивляя Сакурая, который тут же следует за ней. Юзаки видит кота в кустах и быстро бежит за ним, но кот убегает раньше, чем она успевает его поймать. К сожалению, она застревает в кустах. Сакурай, идущий за ней, видит ее обнаженное белье и пытается прикрыть его книгой. Юзаки издает звук «су» и спрашивает, почему он ее ударил. Он говорит, что она смутилась, но она решает не обращать внимания на то, что он сделал, и просит его вытащить ее. Культурный идиот хватает ее как эксперт по плаванию на спине, но смущается, увидев, как красиво выгнута ее спина. Однако ему трудно вытащить ее, потому что ее одежда застряла в кустах. Она говорит ему быть осторожнее, иначе ее грудь станет всеобщим достоянием. Они начинают бороться и входят в ритм, типичный для развития сюжета, пугая прохожих, которые думают, что они извращенцы. Юзаки наконец вылезает, и Сакурай закрывает глаза, смущенные тем, что только что произошло. Позже, во время обеда, когда Сакурай подает еду, появляется Юзаки, но он не может смотреть на нее из-за того, что произошло раньше. Она говорит ему, что знает, что он ест один, потому что у него нет друзей, но он отвечает, что ест с друзьями. Она удивляется и просит его поздороваться с ними, но он говорит ей, чтобы она не лезла не в свое дело. Через несколько минут, пока они едят, она продолжает смотреть на него и корчить смешные рожицы, которые его смущают. Он получает от нее сообщение, в котором она спрашивает, не одиноко ли ему, но он говорит ей, чтобы она заткнулась и ела. Они некоторое время болтают с Юзаки, и Сакурай находит это навязчивым. Позже в кафе, когда Сакурай расслабляется за чашкой кофе, врывается Юзаки. Это его раздражает, и он спрашивает, что ей нужно. Она говорит, что хочет, чтобы он помог ей с эссе, но он отказывается и говорит, чтобы она сделала это сама, потому что он еще на работе. Пока она умоляет, владелец кафе, желая снова насладиться их драмой, говорит ему помочь ей.
ведь они уже почти закрылись. Он неохотно соглашается, и пока она пишет эссе, она вдруг спрашивает, можно ли ей зайти к нему домой. Он тут же отказывается, не задумываясь, а потом спрашивает, зачем она вообще это спрашивает, на что она отвечает, что просто хочет посмотреть его дом. Ему кажется, что это нелепо, и он говорит, что у него нет причин приглашать ее к себе. Юзаки говорит, что ее приход сэкономит ему деньги, потому что она будет готовить. К тому же его дом ближе к школе. Он шокированно спрашивает, что она имеет в виду под последним предложением, и она отвечает, что собирается остаться у него на ночь. Сакурай тут же вспыхивает и говорит, что ни за что не позволит ей остаться. Она спрашивает, почему он злится, и он смотрит на ее грудь, потому что это большое искушение. Он тут же краснеет, думая об этом, и начинает кричать, как идиот, который боится прикасаться к девушкам. Тем временем старик начинает глючить от выброса дофамина. Он получает удовольствие от их перепалки и думает, что все это может закончиться, если Сакурай перестанет работать, поэтому он решает повысить ему зарплату. Через несколько дней, когда Сакурай работает в кафе, дочь владельца кафе, Ами, начинает восхищаться им и мечтает пригласить его на ужин. Она замечает, что некоторые клиенты тоже обращают на него внимание, и это еще больше ее заводит. Однако отец выводит ее из этого состояния, напоминая, что она все еще на работе. Она извиняется и говорит себе, что не должна отвлекаться на Сакурая. Тут появляется Юзаки и начинает вести себя дружелюбно с Сакураем. Ами спрашивает, кто это. Он говорит, что она учится на 2-м курсе в их колледже, и она удивляется, потому что думала, что Юзаки совсем другой. Она продолжает наблюдать за ними, и, судя по тому, как они общаются, решает, что они должны быть очень близкие друзья. Она рассказывает об этом отцу, и он смеется, пугая ее тем, что у нее может появиться соперница. Старик говорит ей принести Юзаки воды, и пока она это делает, ее пугает ее миловидность и кувшин для заметок, но она берет себя в руки. Затем она спрашивает об их отношениях, и Юзаки с энтузиазмом рассказывает, что они знакомы еще со школы. Тем временем Сакурай замечает, что у Юзаки заканчивается вода, и думает, что нужно налить ей еще. Наконец, Ами говорит большегрудой девушке, чтобы та позвонила ей, когда захочет сделать заказ, и уходит. Она возвращается к отцу, и они начинают сплетничать о них двоих. Тут к столу Юзаки подходит Сакурай с кувшином. Но в этот момент Юзаки понимает, что ее кувшин пуст, и быстро встает, чтобы налить воды, но сталкивается с Сакураем и проливает воду на них обоих. Разозлившись, Сакурай говорит, что она клиент и должна позволить официантам делать свою работу, но она отвечает, что он все равно никогда не относится к ней как к клиенту. Увидев их перепалку, Ами решает, что ей нужно больше работать, потому что это низкобюджетный Netflix и chill. На следующий день Юзаки приходит в кафе и обнаруживает, что Сакурая там нет, потому что он заболел из-за того, что произошло накануне. Она навещает его, и когда Сакурай открывает дверь, он падает на ее подушке, потому что там действительно уютно. Она заводит его внутрь, и пока он лежит, он думает, что в конце концов впустил ее в свой дом, но ему интересно, кто дал ей его адрес. Тем временем Юзаки становится грустно, когда видит, что он тяжело дышит, как будто его ждет смерть. Сначала она подумала, что это что-то незначительное, и пришла к нему поиграть, потому что теперь знает, где он живет. Быстро сообразив, она спрашивает, был ли он у врача и ел ли он, и он отвечает, что нет. Тогда она встает и идет в магазин за едой и лекарствами. Вскоре она возвращается с тарелкой готовой еды, и когда она пытается его накормить, он смущается. Он берет у нее ложку и ест сам, пока не опустошает тарелку. Потом, увидев, что ему жарко, она приносит таз с водой и говорит, чтобы он разделся, чтобы она могла его обтереть. Но он говорит, что все в порядке. Смутившись, она настаивает и снимает с него одежду, обнажая его мускулистое тело. Она начинает обтирать ему спину и говорит, что у него красивая кожа. Но Сакурай не может ничего сказать, потому что ему очень неловко. Непослушная девушка вдруг прижимается к его спине и начинает двигаться так, что можно кончить прямо в штаны. Затем она дает ему лекарство и говорит, что если ему не станет лучше, то завтра он должен пойти к врачу. Потом она предлагает остаться, пока он не уснет, и уходит, а Сакурай благодарит ее за заботу. Но эта идиотка не дает ему уснуть, постоянно задавая вопросы о том, как победить сложного соперника в игре. Разозлившись, он говорит, что закончит игру, и она должна уйти. Но сумасшедшая девушка отказывается. На следующий день Сакурай уже в порядке. Выходя из дома, он встречает Ами, которая спрашивает о его здоровье. Он говорит, что теперь все в порядке, и благодарит ее за то, что она его подменила, пока его не было. Потом он спрашивает, может ли он тоже поработать в ее смену, чтобы отблагодарить ее. Но она отвечает, что если он хочет ее отблагодарить, то должен пригласить Юзаки на ужин, чем удивляет его. В следующей сцене Сакурай, Юзаки, Ами и ее отец собираются вместе на ужин, чтобы отпраздновать выздоровление Сакурая. Но он удивляется, кто вообще празднует выздоровление от легкой простуды. Вскоре они снова начинают ссориться, а остальные наслаждаются выпивкой и развлекаются. Юзаки уходит в туалет, и старик спрашивает Сакурая, сделал ли он бумбаю, когда Юзаки очень быстро поправился. Но он отвечает, что у них с ней нет таких отношений, чем разочаровывает их, и они называют его невежественным девственником без чувства культуры. Потом он говорит, что одна из причин, по которой он этого не хочет, в том, что Юзаки младше его, и он не хочет, чтобы ходили слухи о том, что она часто бывает у него дома.
Юзаки возвращается, и когда она садится, то слышит, как Сакурай называет Ами по имени. Она указывает ему на это, и он отвечает, что делает это, чтобы отличать ее от отца. Но Юзаки это не устраивает, и ее настроение меняется. Она зовет тетю, чтобы встретиться с ним позже, и пока Сакурай ждет ее, он думает, что она хочет с ним обсудить, потому что заметил, что ее настроение изменилось после ужина. Вскоре она появляется с монетой и гипнотической книгой, чем удивляет его. Она начинает колдовать, но у нее ничего не получается, но Сакурай решает подыграть, потому что он все еще должен ей за заботу о нем. Она вдруг просит его называть ее по имени, и он удивляется, что она это делает. Он с трудом называет ее по имени, но в конце концов делает это, чем очень ее радует. Потом она просит его повторять это, пока она не будет довольна. И тут проявляется ее талант вымогательницы, и она начинает выдвигать безумные требования, которые заставляют его выйти из роли. Он кричит на нее за то, что она пытается им воспользоваться, но она вдруг говорит, что он называет Ами по имени и сравнивает это с тем, как он обращается к ней. И он теряет дар речи. Он тут же встает на колени и извиняется, объясняя, что ему действительно неудобно называть девушек по имени. Он делает это только сами, потому что она заставила его это делать. Услышав это, она говорит, что не будет заставлять его это делать. Потом он берет монету и размахивает ею перед ее глазами, мгновенно гипнотизируя ее. Сакурай шокирован тем, что это сработало, и начинает паниковать, когда не может привести ее в чувство. Через несколько недель владелец кафе сообщает Сакураю, что у него будет несколько выходных, потому что он с семьей уезжает в путешествие, и Эми советует ему тоже взять отпуск. Но одиночка остается дома и играет в игры 3 дня подряд, потому что у него нет никакой социальной жизни, как и у тебя. Он злится на свою жалкую жизнь, но все равно продолжает играть. И тут вдруг раздается звонок в дверь. Он смотрит, кто пришел, и не разочаровывается, увидев Юзаки. Она говорит, что решила зайти, потому что подумала, что он будет дома один и будет играть в игры. Потом она достает игру и спрашивает, не хочет ли он поиграть, чем расстраивает его, потому что чем это отличается от того, в чем она его обвиняла. Он говорит, что у него тоже есть приложение на телефоне, и соглашается поиграть, потому что ему чертовски скучно. Они начинают играть в игру, ища предметы в городе. Юзаки замечает отвратительное лицо Сакурая и говорит, что он похож на вора носков, поэтому она отходит от него, чтобы люди не подумали, что они вместе. Он смотрит на экран телефона, чтобы увидеть свой прогресс в игре, но жалуется, что у него болят глаза от долгого просмотра экрана. Юзаки предлагает ему сразу же купить очки, и когда они приходят в магазин, то вдруг видят там Ами. Она узнает, что они пришли за очками для бесполезного атаку, который набрал их за то время, пока они с отцом были в поездке. Сакурай примеряет очки, и Юзаки сами удивляются, что он в них хорошо выглядит. Они начинают примерять много других очков, и он чувствует себя подопытным кроликом. Они дразнят его, примеряя на него разные очки, и это его бесит. Юзаки тоже примеряет очки и спрашивает Сакурая, что он думает. Решив отплатить ей, он говорит, что она выглядит как Экскалибур в очках. Она тут же злится, и они начинают ругаться, а продавец в магазине думает, что они из зоопарка. Они садятся в поезд, чтобы продолжить игру. Юзаки выигрывает разных кошек, а Сакурай выигрывает то, на что он похож — обезьян. Поезд внезапно тормозит, и Сакурай чуть не врезается в Юзаки. В вагон заходит все больше пассажиров, и становится тесно. Через несколько секунд в вагон заходит сухопутный кит и прижимает Сакурай к Юзаки, упираясь грудью в ее мягкие плавки. Он тут же смущается и начинает медитировать, чтобы не возбудиться, но его отвлекает мягкость этих подушек, и он теряет самообладание. Вскоре они приезжают, и Юзаки выходит из поезда. Но у Сакурая все еще кружится голова, и он забывает выйти. Он приходит в себя через несколько километров в глуши, где у него 100 пропущенных звонков от Юзаки. После этого Сакурай рассказывает старику в кафе обо всем, что произошло во время короткого отпуска, и старик советует ему быть беззаботным, потому что он еще молод. Он говорит, что уверен, что Эми тоже тусуется с парнями, но она отвечает, что нет, и это его шокирует. Сакурай рассказывает все это Ами, и она смеется, но говорит, что ему нужно связаться с Юзаки, потому что это она его пригласила. Позже он видит, что Юзаки лежит как пьяная, но решает не вмешиваться, потому что не хочет ее беспокоить. Но она зовет его по имени, и он садится рядом с ней, думая, что ее сбил грузовик или что-то в этом роде. Она говорит, что посмотрела в календарь и поняла, что в июне нет каникул, и это его удивляет. Он говорит, что у нее еще есть выходные, но она возражает, что чем дольше каникулы, тем лучше. Она говорит, что не любит дождливую погоду, и Сакурай пытается ее подбодрить, говоря, что после сезона дождей наступит лето. Но ленивый идиот жалуется, что экзамены будут до летних каникул, и говорит, что хочет повеселиться. Услышав это, Сакурай предлагает им пойти куда-нибудь на следующих выходных, и это ее шокирует, потому что такой одиночка, как он, не может предложить куда-то пойти. Увидев ее реакцию, он говорит, что это не важно, но она отвечает, что уже настроилась на прогулку. Он спрашивает, куда бы она хотела пойти, и она предлагает снова сесть на поезд. Но Сакурай тут же смущается, вспомнив, что произошло на днях. Он говорит, что нет, и они, наконец, договариваются встретиться у него дома. На следующих выходных начинается дождь, и Сакурай думает, что она не придет,
но она вдруг появляется вся мокрая со своими большими соблазнительными сиськами. Она говорит, что купила продукты и может приготовить ужин, пока будет у него. Потом она принимает душ и переодевается в одну из больших футболок Сакурая. Затем она начинает готовить, а Сакурай ей помогает. После этого они ужинают и играют в игры до вечера. По дороге домой Юзаки говорит, что ей было очень весело, но она хотела бы, чтобы они выполнили задание в игре. Сакурай отвечает, что они сделают это в следующий раз, когда она придет. Когда они расходятся, она вдруг спрашивает, может ли следующий раз быть завтра, и он соглашается. Она собирается уходить, но вдруг понимает, что забыла свой пропуск у Сакурая. Они возвращаются, чтобы забрать его. Несколько недель спустя Сакурай стоит на доске на очень высоком здании, пытаясь спасти кошку, но она выскальзывает у него из рук, и он падает. Он внезапно просыпается в классе и понимает, что это был всего лишь сон. Он надеется, что никто не видел, как он вздрогнул во сне, но тут ему снится еще более страшный кошмар, когда он видит, что Юзаки смотрит на него и начинает над ним издеваться. Она подходит к нему и дразнит, спрашивая, не приснилось ли ему, что он упал с высоты. Он смущается и просит ее замолчать, потому что урок продолжается. Но учитель начинает рассказывать о значении снов о падении с высоты. Это становится оружием в руках Юзаки, и она так его дразнит, что он хочет совершить преступление. После урока Юзаки продолжает издеваться над ним, но Сакурай говорит ей, что толкование снов — это ерунда, и он в них не верит. Юзаки пытается убедить его в обратном, и когда они спускаются по лестнице, она вдруг поскальзывается. Но Сакурай быстро подхватывает ее, как ребенка. Он говорит, что так бывает, когда она не смотрит под ноги, а только издевается над людьми. Он продолжает, что есть поговорка, что у тех, кто падает с лестницы, может развиться климакофобия, боязнь подниматься по лестнице. Сначала она отмахивается, но потом пугается, когда он так красочно это описывает. В следующей сцене несколько девушек уговаривают Сакаки пойти с ними на свидание, но он не хочет связываться с гремлинами и использует Сакуру, которая появляется в этот момент как его спасение. Когда они уходят, девушки думают, стоит ли им идти за Сакаки, но мрачное лицо Сакурая их пугает. В столовой Сакурай говорит Сакаки, что давно его не видел, и тот отвечает, что взял отпуск, чтобы насладиться видом на океан, чем удивляет Сакурая. Сакаки спрашивает, не случилось ли чего-нибудь, пока его не было, и в его голове проносятся воспоминания о Юзаки, но он ничего не говорит. Он рассказывает Сакаки, как живет своей обычной жалкой жизнью. Услышав это, Сакаки спрашивает, когда же он сделает что-нибудь необычное, ведь его жизнь была скучной все 3 года, что они знакомы. Но Сакурай не видит в этом ничего особенного и пытается открыть банку с напитком, но Сакаки вдруг хватает его за одежду и кричит, что сейчас не время пить, потому что он считает, что молодые люди, которые живут своей жизнью, отвратительны. В этот момент появляется Юзаки и спрашивает Сакуру, кто такой Сакаки. Он говорит, что это его друг, и это шокирует ее, потому что она всегда думала, что у него нет других друзей, и только хвасталась воображаемым другом. Она говорит, что все равно будет с ним общаться, и спрашивает, куда они пойдут после школы. Сакурай отвечает, что будет с другом, но она говорит, что люди подумают, что он нетрадиционной ориентации, если увидят, что он все время гуляет только с одним другом-мужчиной. Сакура злится и говорит, что у него есть и другие друзья-мужчины, но она ему не верит. Она уходит на следующий урок, а Сакаки начинает дразнить Сакуру, что он наконец-то нашел любовь. Он обещает быть его помощником, и Сакура понимает, что теперь у него еще больше проблем. После этого, когда Сакура и Юзаки играют в игры, Сакаки вдруг подходит к их столу и спрашивает, давно ли они знакомы. Они отвечают, что знакомы со школы, и Сакаки сразу же спрашивает, как далеко они зашли, смущая их. Юзаки говорит, что этот глупый парень кажется спокойным, но он культурный идиот. Сакурай защищает их, говоря, что они ничего такого не делали, а если бы и сделали, то не стали бы об этом рассказывать. Кузаки смотрит на него так, будто он только что сказал что-то очень важное, потому что между ними были напряженные моменты. Но Сакурай смущается, спрашивая, когда это произошло. Сакаки говорит, что не хотел вмешиваться, а просто хотел узнать, встречаются ли они, потому что они всегда вместе и могут пойти слухи об их отношениях. Не желая слушать эту чушь, Сакурай говорит Сузаки, что они идут за мороженым и они сразу же уходят. В этот момент появляется Эми и хлопает по столу перед Сакаки, спрашивая, что он только что сделал. Она говорит, что это было слишком прямолинейно и может разрушить их любовь. Она добавляет, что присматривает за ними и не позволит никому вмешиваться, понимая, что тоже болеет за них. Сакаки предлагает объединиться. Но Омни еще больше злится, говоря, что ей не нужна его помощь, она просто хочет наблюдать за ними со стороны. Тем временем двое других проводят время вместе на улице. Юзаки предлагает Сакуре конфету, но тот отказывается, говоря, что не любит мятные конфеты, потому что они ничем не отличаются от зубной пасты. Это злит Юзаки, и она начинает возмущаться, почему он сравнивает мятные конфеты с зубной пастой. Она рассказывает историю мятных конфет, защищая их, как фанаты Арсенала защищают свою команду. После ее долгой бессмысленной болтовни все начинают ей хлопать, и Сакурай говорит, что никогда не любил мятные конфеты с детства и даже пользовался зубной пастой без мяты. Затем она спрашивает, пробовал ли он шоколадное, но он отвечает, что нет. Она чуть не бьет его по лицу, но он хватает ее за руку, и она спрашивает, как он может судить о том, чего никогда не пробовал.
В конце концов, она дает ему конфету, и он понимает, что она сначала положила конфету себе в рот, что делает это косвенным поцелуем, но все равно берет конфету, чтобы избежать дальнейших проблем. Она понимает, что только что произошло, когда кладет последнюю конфету в рот и смущается. В то же время Сакаки, все еще встречаясь с Эмми, говорит ей, что им понадобится 1000 лет, чтобы быть вместе, но птичий мозг отвечает, что она проживет 1000 лет. Через несколько дней Юзаки устраивается на работу в кафе, но Сакурай злится, потому что знает, что на его работе будет много стресса из-за нее. Она говорит, что устроилась на работу, потому что хочет видеть его лицо в бумажном пакете, а еще потому, что ей нужны деньги, чтобы насладиться предстоящими летними каникулами. Сакурай понимает, что владелец кафе взял ее на работу по каким-то глупым причинам, и хотя Сакураю это не нравится, он начинает учить ее работать. Объяснив несколько вещей, Юзаки спрашивает, где его шутки, потому что он ведет себя странно, но Сакурай злится, не понимая, о чем она говорит. Позже он понимает, что Эми и ее отец сделали все, что он делал. Они просто дразнили его. Позже, когда они работают в кафе, Юзаки спрашивает, какие у него планы на летние каникулы. Он с радостью рассказывает ей о новой игре и говорит, что будет сидеть дома все лето. Но Юзаки говорит, что он так делает весь год, спрашивая, не потратит ли он свои драгоценные летние каникулы на игры. Она вдруг предлагает пойти на пляж или в бассейн, потому что он не плавал с тех пор, как окончил школу, и он соглашается. В этот момент входит Сакаки и заключает сделку. Несколько недель спустя на пляже появляется Эми, чтобы встретиться с Юзаки и Сакураем, которые уже веселятся. Она замечает самое заметное в Юзаки ее грудь и сразу чувствует себя неловко. Юзаки зовет ее, и она садится под зонтик, пытаясь найти Сакаки, потому что они вместе планировали свести Юзаки и Сакуру. Но Юзаки говорит, что он позаботится о жилье, понимая, что она должна присматривать за Юзаки и Сакурой. Она спрашивает, где Сакурай, и Юзаки показывает в его сторону. Вскоре он появляется и говорит, что впервые плавает в океане, а не в бассейне. Однако Эми говорит, что ему не нужны очки и шапочка для плавания, и говорит, что он должен бросить плавание и наслаждаться отдыхом. Позже Эми спрашивает Сакуру, почему он пошел плавать без Юзаки. Она добавляет, что если он оставит ее одну, то она будет открыта для других парней. Поэтому он должен присматривать за девушкой, которая пришла с ним. Затем она говорит ему сделать ей комплимент, чтобы все пошло как надо, но идиот думает, что Эми говорит о себе, и говорит, что ее грудь красиво упакована в голубой купальник. Эми тут же шлепает его, говоря, что она говорила об Эми. Он глупо идет туда, как Казанова, готовый подцепить девушку, но Юзаки смущается и толкает его на землю. Юзаки сразу же подходит к Эми, которая спрашивает, что сказал Сакура, но Юзаки снова смущается и говорит, что ничего не сказал. После этого появляется Сакаки с арбузом и предлагает поиграть в игру. Он дает Сакуре бейсбольную биту и завязывает ему глаза. Ему нужно попасть по арбузу, который лежит перед ним. Юзаки начинает направлять его движениями геймпада, сбивая с толку, потому что зачем она учит его движениям из файтинга. Эми и Сакаки пытаются объяснить ему простыми словами, но Юзаки продолжает сбивать его с толку, пока он не поскользнется и не упадет на нее, схватив другой арбуз. Дурак думает, что это медуза, потому что она мягкая, и сжимает ее еще сильнее, смущая Юзаки. Он спрашивает, где арбуз, и Эми говорит, что он уже его схватил. Он не верит ей и садится, чтобы снять повязку, но Юзаки быстро кладет арбуз перед ним, чтобы избежать еще большего смущения. Он удивляется, что это действительно арбуз, и снова прикасается к нему, но что-то кажется неправильным. Сакаки ведет их в домик, который он приготовил, и они поражаются, насколько он большой и роскошный. После этого они жарят мясо, и Юзаки рассказывает об игре, которую она принесла, и они будут играть в нее вечером. Однако Сакаки предлагает сделать что-нибудь другое, раз уж они здесь. Он ведет их в густой лес в Сакурае. Юзаки спрашивает, зачем они сюда пришли. Сакари говорит, что лето не может обойтись без испытания на смелость. И Сакура тут же отказывается, говоря, что он не играет в хоррор-игры и не смотрит хоррор-фильмы, потому что они страшные. Сакаки тут же извиняется, но говорит, что хотя это и хорошо, но признание своей слабости делает его менее привлекательным. Однако Юзаки видит в этом возможность подшутить над ним. Она забирает у него телефон и убегает, а Сакура преследует ее, потому что ему нужен фонарик на телефоне, чтобы видеть. Тем временем Эми спрашивает Сакаки, был ли это его план, но он отвечает, что не ожидал, что все так обернется. Юзаки должна была испугаться и прижаться к Сакуре. Сакаки и Эми решают пойти искать их. Он говорит ей, что выполнил ее желание не вмешиваться, а просто наблюдать со стороны. Поэтому он решил создать подходящие условия, которые должны были сделать их отношения интересными. Однако он удивлен неожиданным поворотом событий между ними. Эми спрашивает, зачем он так старается ради Сакурая, и он отвечает, что Сакурай отличный парень, но он слишком медлительный. Поэтому он хочет, чтобы его студенческая жизнь была веселее. Вскоре они находят Сакурая, который ужасно трясется от страха, как слабак.
Сакураи, Эми и Сакаки сразу же ложатся спать, а Юзаки играет в игры. Она злится, что играет только она, и решает сфотографировать спящего Сакураи. Но он хватает ее во сне и зарывается лицом в ее грудь. Сначала она пытается вырваться, но решает дать ему немного молока, потому что это она его утомила. На следующее утро, когда Сакураи чистит зубы, он говорит Юзаки, что отлично провел ночь, и она вдруг говорит, что ему лучше купить подушки для тела. И он спрашивает, почему, но она отказывается отвечать. Тем временем Эми и Сакаки, выглядывая из-за двери, понимают, что пропустили важное событие прошлой ночью. Через несколько дней Юзаки неожиданно звонит Сакураи и просит ее приехать, потому что она ему нужна. Юзаки думает об этих словах, когда идет к нему, гадая, флиртует ли он или что-то еще. Но она разочаровывается, когда встречает его, и этот идиот показывает на кошачье кафе, говоря, что не может прийти один. Они идут в кошачье кафе, и Сакураи очень радуется, увидев там много кошек. Он спрашивает у служащего, можно ли потрогать кошек. Ему говорят, что можно, если кошки разрешат, и он наклоняется, чтобы погладить одну из них, используя технику, которой его научила Юзаки. Кошка забирается к нему на колени, и он еще больше радуется, удивляя Юзаки тем, что такой мрачный человек, как он, может любить милые вещи. Играя с кошками, он благодарит Юзаки за то, что она пошла с ним, потому что он бы развернулся и ушел, если бы ее не было рядом. Но она говорит, что он преувеличивает, и он отвечает, что должен как-то ее отблагодарить. Она сообщает ему, что скоро у нее день рождения. Она добавляет, что ей исполнится 20, и она хотела бы, чтобы этот день был особенным. Тем временем Сакураи извиняется, что не понял ничего из того, что она сказала, потому что у него затекли ноги от долгого сидения. Она злится и говорит ему, чтобы он избавился от кошек, но он отказывается, и она снимает кошку с его ноги против его воли. Он встает на колени, не в силах пошевелить ногами, и Юзаки подходит к нему сзади, чтобы пощекотать его ноги. И он беспомощно визжит, пока их обоих не выгоняют из кафе за то, что они мешают. По дороге домой Сакураи винит ее в том, что их выгнали, и говорит, что в следующий раз пойдет один, но бессовестный шут напоминает ему, что его бесполезное лицо занесено в черный список. Когда они расходятся, Сакураи говорит Юзаки, что она должна ему за то, что пошла с ним сегодня, и просит ее подумать об этом. Но Юзаки отвечает, что уже подумала, и напоминает ему, что скоро у нее день рождения, поэтому она возлагает на него большие надежды. Сакура встречается с Эми и ее отцом, потому что не знает, что делать. Старик говорит, что Юзаки просто втянула его в это, зная, что этот парень ничего не понимает в женщинах. Но Эми говорит, что это из-за своеобразного мышления влюбленной девушки, которая хочет, чтобы кто-то о ней беспокоился, хотя сама Юзаки может этого не осознавать. Они спрашивают, есть ли у него какие-нибудь идеи, и он отвечает, что думал об этом, но считает, что ей ничего не понравится. Эми и ее отец удивляются, что он так думает, и говорят, что она будет дорожить всем, что он ей подарит. Затем они говорят ему следовать своей интуиции, первому, что придет ему в голову, когда он будет думать о подарке на день рождения. Наступает день, а у брата ничего не получается придумать. Поэтому он решает пойти в магазин и все равно что-нибудь купить. Но тут ему звонит Юзаки и говорит, что он ей нужен. Он встречает ее и спрашивает, зачем он ей нужен. Она показывает на папу и говорит, что не может пойти туда одна, и напоминает ему, что у нее день рождения, поэтому она возлагает большие надежды на его кошелек. Сакураи в шоке от того, что это все, чего она хотела на свой день рождения, и кричит от боли, что зря так переживал. В пабе Сакураи сидит и думает, кто вообще празднует день рождения в пабе, но Юзаки говорит, что хочет выпить с ним. Затем они несколько раз выпивают и едят, и Юзаки думает, что она тяжеловес. Но она так напивается, что Сакураи приходится заботиться о ней всю ночь, пока они идут домой. Сакураи понимает, что они уже не успеют на поезд, потому что уже поздно, и предлагает взять такси. Но у него нет денег благодаря таланту Юзаки добиваться своего. Он думает воспользоваться банкоматом, но передумывает из-за комиссии и дорогих ночных тарифов, поэтому неохотно решает отвезти ее к себе домой, потому что не может оставить ее на улице в таком состоянии. Позже, когда Сакураи собирается спать, эта дурочка открывает еще одну банку пива и садится играть в игру. И он говорит, что ей нужно знать, что бывает, когда пьешь слишком много, чтобы не навредить своим почкам. Он решает лечь спать, но Юзаки не умолкает, и он притворяется, что спит. Но Юзаки пытается поцеловать его, чтобы разбудить, и он тут же вскакивает смущенный. Она говорит, что знает, что он притворялся спящим, и что она просто пошутила, но начинает дразнить его из-за его реакции, спрашивая, целовали ли его когда-нибудь раньше. Сакураи краснеет и говорит ей заткнуться. На следующий день Юзаки чуть не выворачивает наизнанку из-за того, что она выпила накануне, и клянется больше никогда не пить. Когда Сакураи уходит в магазин, она звонит ему и говорит, что ей было весело с ним в пабе. Но когда Сакураи пытается ответить, она снова напивается. Через несколько дней Юзаки встречает Сакуру, и она трезвая из-за того, что натворила накануне, но он говорит ей, чтобы она не беспокоилась.
но она предлагает ему деньги, говоря, что это от ее матери, чтобы возместить ущерб. Какие-то некрасивые девушки подслушивают их и думают, что Сакура пытается ее шантажировать. Пытаясь оправдаться, идиот объясняет Мизаки, что это не было чем-то серьезным, потому что она только испачкала его рубашку, потому что это было в первый раз. Но это только злит девушек, поэтому он берет деньги у Юзаки и говорит ей забыть обо всем. Девушки тут же называют его подонком за то, что он сказал девушке, которая только что потеряла девственность, забыть обо всем, и он в отчаянии сдается. На следующий день в кафе Эми и ее отец спрашивают Сакураи, что произошло на дне рождения Юзаки. И он отвечает, что Юзаки сказала, что хочет выпить с ним, и потащила его в паб, шокировав их обоих. Он добавляет, что они немного перебрали, поэтому опоздали на последний поезд, и Юзаки пришлось остаться у него дома. Услышав это, Эми и ее отец интересуются, что было дальше, ожидая услышать, что у них завязался роман. Но Сакураи вдруг начинает плакать, шокируя их. И Эми спрашивает, что Юзаки с ним сделала. Тем временем Сакаки на корабле наслаждается видом на океан, но вдруг понимает, что может упустить что-то важное с Юзаки и Сакурой. Он тут же жалеет, что сел на корабль и пытается спрыгнуть, но кто-то его останавливает. Затем он пытается позвонить Эми, но сбрасывает звонок. Тут Сакураи объясняет, что Юзаки ведет себя странно после того случая и отказывается приходить, сколько бы он ни говорил ей не винить себя. Старик говорит ему, что она, должно быть, думает, что сделала что-то непростительное, поэтому он дает Сакураи билет на фестиваль фейерверков и просит его пригласить ее. Но Тугодум не понимает, зачем ему это делать, и Эми говорит ему, что он должен помириться с Юзаки. Брат отвечает, что они не ссорились. Но Эми называет его бестолковым идиотом и говорит, что когда он встретит Юзаки на фестивале, он должен сделать ей комплимент, чтобы поднять ей настроение. Сакураи и Юзаки встречаются на фестивале фейерверков позже вечером. И даже после веселых развлечений Сакураи не чувствует ее настроения, потому что она ведет себя слишком спокойно и уважительно, чем обычно. Он думает о том, как она обычно его подкалывала, и понимает, что должен что-то сделать, чтобы поднять ей настроение. Он вдруг вспоминает совет Эми и начинает делать ей комплименты. Видя, что это ее радует, он продолжает, и окружающие думают, что он самый большой подкаблучник со времен Уилла Смита. Его комплименты вскоре становятся для Юзаки невыносимыми, и она просит его остановиться. Она очень недовольна этим и случайно бросает сумочку, попадая ему по голове, из-за чего у него появляется трещина в черепе. Сцена переходит к тому, как Сакура учит Юзаки плавать. Брат всегда выглядит так, будто у него украли обед, и это немного пугает Юзаки. Но когда они возвращаются домой после тренировки, они видят, что идет фестиваль фейерверков. Сакура тут же бежит за жареной кукурузой. Вскоре начинается фейерверк, и Юзаки нарушает формальные отношения между ними, внезапно уводя его в другое место, чтобы лучше видеть, и выражает свой восторг. Сакураи просыпается и видит две надувные игрушки на своем лице. Ему становится неловко, когда он понимает, что сидит на коленях у Юзаки, думает, как он вообще оказался в такой ситуации, но тут же вспоминает, что потерял сознание от удара. Она говорит ему, что фейерверк еще не начался, но Сакураи больше волнует, как встать с того места, где он сидит. Но она не разрешает ему, говоря, что человек, который помог ей его донести, сказал, что он должен оставаться в таком положении некоторое время, даже когда проснется. Она извиняется за то, что снова это сделала, но он говорит ей, что не стоит переживать, потому что это произошло случайно. Тем временем Сакураи чувствует себя виноватым, что когда она только начала вести себя как обычно, это произошло, и она снова выглядит как в понедельник утром. Он на мгновение задумывается и начинает болтать. Он говорит ей, что когда она поступила в колледж в прошлом году, он не думал, что она снова станет его младшей сестрой. Но потом она начала вести себя как его друг, что, хотя и действовало ему на нервы, дало ему несколько впечатлений, которых он никогда бы не получил сам. Благодаря ей он советует ей не быть такой мрачной, потому что это портит все веселье, а потом предлагает снова куда-нибудь сходить, ведь у них еще есть время на летних каникулах. Она соглашается составить ему компанию, и тут же начинается фейерверк, и она очень взволнована, но Сакура ничего не видит из-за груза, закрывающего ему обзор. Тут Юзаки спрашивает его, куда он собирается завтра, потому что она хотела бы пойти с ним. Через несколько дней Сакураи идет домой к Юзаки, чтобы вернуть деньги, которые ее мама переплатила за его футон, потому что Юзаки отказывается его брать. Она пытается убедить его, что ее мама сказала ему взять деньги, но он отвечает, что денег было слишком много за еду и замену. Внезапно Юзаки замечает, что он смотрит прямо перед собой и почти не смотрит на нее. Она дразнит его, говоря, что он нервничает, потому что впервые идет в дом к девушке. Бесстыжий парень тут же соглашается, и она говорит ему, что ему не нужно волноваться, потому что в ее доме нет привидений. Но его настроение тут же меняется, когда она говорит ему, что у них есть кошки, которых он может погладить. Вскоре они приходят домой, и мама Юзаки встречает его, но она пугается его свирепого вида и большого роста. Думая, что Юзаки не сказала ей, что старшеклассник, которого она привела домой, мальчик, Сакура вежливо представляется и говорит, что пришел вернуть лишние деньги, которые она ему дала, но это еще больше пугает маму Юзаки. Юзаки приглашает его войти, но он отказывается, говоря, что уйдет, как только вернет деньги.
Но он тут же передумывает, когда видит милых котят, которых можно погладить. Позже в доме Юзаки держится на расстоянии от Сакураи, потому что не может сидеть рядом с ним. Сакурай объясняет, зачем он пришел, и мама Юзаки просит ее зайти. Она надувает щеки и говорит, что никогда не говорила, что старшеклассник, о котором она всегда упоминала, мальчик. И что она делала в доме у мальчика. Мама Юзаки понимает, что ее дочь, должно быть, доставляет ему неприятности, и парень соглашается. Юзаки тут же обижается, говоря, что она сделала все это ради него, но он не соглашается, и они начинают спорить, как обычно. Мама Юзаки понимает, что они очень близки, и думает, что он все равно может быть хорошим другом и старшеклассником для ее дочери. Тут одна из кошек забирается к ней на колени, и она удивляется, что Юзаки уже привела домой мальчика. Тем временем глупый парень начинает пялиться на ее котенка, который сидит прямо под ее тяжелыми грудями. Мама Юзаки думает, что он пялится на ее грудь, и ей становится неловко, и она задается вопросом, не хочет ли он ее на завтрак, а ее дочь на ужин. Ситуация становится еще хуже, когда Юзаки начинает говорить о кошке, и Сакура отвечает, что ему не терпится подержать ее, и Юзаки думает, что он имеет в виду ее. Сакура уходит, но ее сердце начинает бешено колотиться, потому что она уже представляет, как они воссоздают знаменитую сцену исцелителя. На следующий день мама Юзаки приходит на работу к Юзаки и удивляется, увидев там Сакураи. Эми и ее отец начинают хвалить Юзаки, и мама гордится ими, но Эми вдруг говорит, что есть еще один фактор, который привлекает клиентов, особенно мам, Сакураи. Старик хорошо отзывается о его манерах и внешности, но Эми дразнит его, говоря, что туда часто приходят пумы, потому что им нужен молодой энергичный мужчина, который может перевернуть их вверх ногами. Но мама Юзаки вдруг спрашивает, нравятся ли Сакураи женщины постарше, и это их шокирует. Эми говорит, что нет, а ее отец добавляет, что они с Юзаки очень хорошие друзья, думая, что мама Юзаки спрашивала из-за своей дочери. Поняв, что задала глупый вопрос, мама Юзаки очень смущается и говорит им, чтобы они забыли, что она что-то сказала. Но Эми удивляется, почему она покраснела. Через несколько минут перед уходом мама Юзаки заходит внутрь, чтобы позвать Юзаки, но, подойдя к двери, слышит, как Сакурай говорит Юзаки, что ей нравится плесень. И это сразу подтверждает ее подозрение, что он положил на нее глаз, но она не знает, что они говорят о семенах фасоли. Позже в доме Сакураи продолжает бить Сакуру по заднице в игре и смеется над ним, но он говорит, что никогда раньше не играл в эту игру. Юзаки не принимает это оправдание, говоря, что она купила игру всего 2 дня назад, хотя весь предыдущий день тренировалась, чтобы надрать ему задницу. Он говорит ей, что это нечестно, но она отвечает, что сделает все, чтобы увидеть его расстроенным. Устав от ее выходок, он встает, чтобы принести им выпить, а она сидит так, будто это ее дом. Но Сакурай ворчит, что она полная противоположность своей матери, которая тихая и добрая, и это сразу меняет ее настроение. После этого Сакурай начинает подглядывать за своей мамой, чувствуя себя ужасно, и мама задается вопросом, не положила ли ее дочь на нее глаз. На следующий день в кафе Юзаки ведет себя непривычно тихо, что удивляет посетителей. Увидев это, Эми думает, что Сакурай виноват в этом, и обвиняет его. Он объясняет, что произошло накануне, и старик спрашивает, что им делать, потому что ее настроение нужно для продаж. Появляется Юзаки и спрашивает их, пока они стоят и разговаривают, но Сакурай говорит ей, чтобы она прекратила свои бесполезные выходки. Но Юзаки продолжает вести себя мило, раздражая Сакурая, потому что он не может этого вынести, и старик удивляется, почему ему так неловко быть милым. Затем Сакурай говорит Сакурае, что она всегда может остановиться, если ему это неприятно, но спрашивает, есть ли у него что сказать ей, и Сакурай смиренно признает, что он ошибся, и извиняется, удивляя Эми. Юзаки начинает обвинять Сакурая в том, что он всегда говорит, не подумав, и раздражает его, и они начинают кричать друг на друга. Затем приходит молодая девушка и просит их прекратить ссориться. Но Эми говорит девушке, что это не настоящая ссора, а ссора влюбленных, и девушка предлагает им лотерейный билет и просит помириться. Они идут к лотерейному киоску и, к счастью, выигрывают поездку в другой город с первой попытки, в отличие от тебя, которому не повезло. Тем временем, когда они приезжают в город Татари, 2 незнакомцев сразу же начинают за ними следить. Пока они стоят на обочине, не зная, куда идти, к ним подъезжают 2 шпионов, и это оказываются Аи Сакаги, что шокирует Сакурая и Сакуру. По дороге Сакурай удивляется, увидев их здесь. Ай отвечает, что ее отец дал ей летние каникулы, а Сакаги говорит, что он уже собирался отправиться в путешествие, когда Эми предложила им встретиться здесь, в Тотари. Но это все обман. Их настоящая цель — следить за отношениями Сакурая и Сакуры, чтобы не пропустить ничего важного во время их отпуска. Кроме того, они рады, что эти 2 не знают, что на самом деле означает поездка в Тотари. Сначала они заходят в песчаные дюны, и Сакурая очень радуется, поэтому она предлагает Сакуре посоревноваться, кто быстрее добежит до берега океана. Сакура соглашается, и как только они начинают бежать, ему становится трудно быстро передвигать ноги из-за песка. Он вдруг видит, как Сакурай обгоняет его на сэндборде, и она дразнит его, что он не может ее победить, но поверхность внезапно выравнивается, и она удивляется. Она видит, что он быстро приближается, поэтому быстро берет доску и бежит,
но Сакураи догоняет ее и первым приходит к финишу. Она падает на колени, устав от гонки, но тут влюбленная пара просит Сакураи их сфотографировать. После этого Сакураи говорит Сакуре, что им пора идти, но она говорит, что не может встать, поэтому он берет ее за руку и тащит на сэндборде, что забавляет двух любопытных издалека. Затем они идут в музей, и пока гид показывает им экспонаты, Юзаки приносит набор каких-то нелепых предметов и просит у него денег, и он не может отказать, поэтому не выглядит бедным. Позже Юзаки выбегает с 2 кусочками кроличьего пирога и просит Сакураи купить их. Хотя он ворчит, что ему приходится платить за нее, он все равно платит. Она съедает свой пирог, а Сакураи пытается положить свой в рот, но она кричит, чтобы он остановился. Позже она без разрешения откусывает от его пирога, раздражая его, но потом вдруг видит, как глупая парочка кормит друг друга, и краснеет, потому что тоже только что ела из рук Сакуры. По дороге к храму Эми говорит Сакаги, что они скоро узнают правду о Татари. Перед храмом Сакураи и Сакураи молятся аниме-богам, и через несколько мгновений после молитвы они достают разные бумажки с предсказаниями. Но прочитав их, оба удивляются, что это за предсказания, и решают поискать информацию о храме в Google, но понимают, что храм предназначен для влюбленных, что их шокирует. Уми и Сакаги прерывают их и начинают дразнить, притворяясь влюбленными, потому что сами не знают. Сакаги рассказывает, что они делали вместе, и говорит, что все должно быть, думали, что они влюблены, и Сакураи очень смущаются. Сакураи, разозлившись, называет Сакаги идиотом, у которого в голове только мысли о любви. Экскурсия продолжается, и, глядя на него в ранге, Сакаги снова начинает говорить о любви, что снова выводит Сакураи из себя. Сакураи, пытаясь отвлечься от их болтовни, предлагает Сакуре прокатиться на одном из аттракционов. Но когда они собираются сесть, оказывается, что это место для пары, и это смущает их и дает Сакаги и другим возможность снова их подразнить. Позже, во время поездки, они сидят вместе, чувствуя себя очень неловко, и Сакураи думает, что он приехал сюда, чтобы насладиться поездкой, а не участвовать в чем-то подобном. Ему становится очень неловко, и он начинает кричать, говоря Сакураи, что они должны сосредоточиться только на том, зачем приехали сюда, а именно на экскурсии, и не обращать внимания на болтовню других. Юзаки соглашается, и когда они добираются до другого конца аттракциона, то видят, что там прячутся влюбленные, и это еще больше их расстраивает. В конце вечера Сакаги спрашивает Сакураи, почему он так медленно пользуется своими возможностями, но Сакураи отвечает, что он не такой Сакураи. Сакаги прижимает его к стене и говорит, что он должен воспользоваться возможностью. В этот момент появляется Сакураи и видит их в таком положении, поэтому она тут же достает телефон и фотографирует их. Позже в горячем источнике Сакураи потеет и просит у Сакураи полотенца, но тот отказывается дать его ей. Она пытается взять его сама, но поскальзывается и падает на него, прижимаясь к нему грудью. После этого они купаются в бане, и Сакураи жалуется на Сакураи, который отказался дать ей полотенце, когда она попросила. Сакураи слышит ее из мужской бани и отвечает ей, что приводит к словесной перепалке между ними. На следующий день, когда они идут вперед, рассматривая жуткие экспонаты в музее, Сакаги наблюдает за ними и разочарован тем, что между ними ничего не изменилось, несмотря на все их усилия, но Эми говорит ему, что они и так хороши. Через несколько дней после поездки Сакураи неожиданно звонит Сакураи и спрашивает, может ли она прийти, и он неохотно соглашается. После разговора он задается вопросом, почему этот идиот сделал его дом своим новым домом. Кроме того, она завалила его квартиру бесполезными вещами, которые ей не нужны, и он думает, не рассказать ли ей об этом. Вскоре она приходит с очередным бесполезным предметом, раздражая его. Войдя, он спрашивает ее, что она думает о его доме, чтобы проверить, достаточно ли она умна, чтобы понять это. Она слишком медлительна и говорит о присутствии призрака в его комнате, пугая его. Он говорит ей, чтобы она прекратила нести чушь и посмотрела, во что она превратила его гостиную. Он говорит ей, чтобы она сегодня забрала некоторые вещи домой, и спрашивает о гигантском кресле-мешке, которое она принесла с собой. Она отвечает, что у нее болит спина от того, что она постоянно сидит на полу во время их игровых марафонов, и обвиняет его в том, что он не сделал свой дом более удобным для гостей. Услышав это, он соглашается оставить кресло-мешок, но говорит ей, что она должна выбрать из вещей то, что ей нужно, а что нет. Он тут же достает мешок для мусора и говорит ей, что бесполезные вещи отправляются в мешок, а остальные идут с ней домой. После того, как они некоторое время разбирали мусор и ссорились, они заканчивают, но Сакураи не перестает читать Сакураи нотации о том, как быть разумным. Она встает, недовольная его длинной тирадой, и идет к холодильнику за напитком. Тем временем Сакураи вдруг замечает там странный пакет и думает, что она теперь тоже хранит там свои бесполезные вещи. Она пытается объяснить, что это что-то другое, но он не слушает. Он шокирован, когда обнаруживает, что это пакет с продуктами, и она говорит ему, что решила приготовить для них сегодня, потому что давно этого не делала. Она начинает готовить еду, и Сакураи, протрезвев, извиняется за то, что сделал поспешные выводы. На следующий день в кафе Уми и ее отец неожиданно спрашивают, умеет ли Сакураи готовить, чтобы он иногда мог им помогать. Но когда он пытается ответить, Узаки перебивает его, насмехаясь над ним, потому что она не думает, что он может даже сварить яйцо.
Бро решает заткнуть ее, согласившись готовить, утверждая, что он эксперт, потому что готовит раз в 2 месяца. Вскоре он готовит сгоревшее блюдо, потому что это точно не еда. Увидев это, Узаки смеется, как будто только что услышала шутку Кевина Харта. В следующей сцене Сакура находится в доме Узаки на уроках кулинарии у ее мамы, и пока он месит тесто. Мама Узаки удивляется, что он на самом деле воспитанный джентльмен, в отличие от того, что она думала, потому что у него свирепый взгляд. Она идет в свою комнату, чувствуя, что ей становится не по себе, и решает, что пока она не смотрит ему в глаза, ей будет комфортно с ним разговаривать. Тем временем Сакурай видит их кошек и тут же тает, поэтому он начинает говорить с Узаки о том, стоит ли их гладить или нет. Узаки предлагает ему погладить одну из них, потому что она, кажется, заинтересовалась им. В это время мама Узаки стоит у двери и слышит их разговор, и ей становится неловко, потому что она думает, что Узаки подкатывает к ее подруге. Она собирается зайти к ним, чтобы поправить их, но когда она входит, то начинает спрашивать о тесте, которое они приготовили, потому что ей неловко. После этого Сакура и Узаки идут лазать по стенам. И пока Сакура карабкается так, будто родился для этого, Узаки с трудом справляется. Узаки злится, когда видит, что Сакура смеется над ней, и спрашивает, откуда у него столько энергии, на что он отвечает, что занимается спортом в свободное время. Однако он говорит ей, что она злится, потому что не может его догнать, но она отвечает, что нет смысла наращивать бесполезные мышцы. Увидев это, инструктор дает им более сложное задание, и Узаки чувствует, что может умереть. Сакурай сразу же берется за дело и карабкается как профессионал. Поэтому Узаки тоже решает доказать свою силу, но застревает на полпути и возвращается на землю, чувствуя стыд. Однако она пересиливает себя и говорит ему, чтобы он снова карабкался, пока она смотрит на него. И когда он взбирается на стену, она поднимается и говорит, что он выглядит так же, как в их старой школе. В следующей сцене, когда Сакурай готовится петь в караоке-баре, он внезапно видит Узаки и Ами, и ему становится стыдно продолжать, зная, что они за люди. Они подбадривают его, чтобы он продолжал петь с Узаки, и одновременно насмехаются над ним, говоря, что он снимался в сольных фильмах, а теперь поет в караоке. Сакурай чувствует себя ужасно, но звонит администратору, чтобы добавить их в список. Через несколько минут Эми и Хузаки напиваются и решают переодеться в сексуальную одежду, чтобы извиниться перед ним за то, что заставили его чувствовать себя неловко. Они садятся по обе стороны от него и прижимаются к нему своими грудями, спрашивая, успокоило ли это его. Однако ему трудно ответить, потому что он на грани того, чтобы выплеснуть свое раздражение. Но девушки думают, что он просто пытается доказать, что он Сигма, поэтому они переодеваются в более откровенные наряды. А Узаки выглядит соблазнительно в костюме кролика. Они спрашивают, изменилось ли его настроение, и он отвечает, что больше не злится, просто чтобы они перестали. После этого Эми небрежно спрашивает, какой косплей ему нравится больше всего, и он отвечает, что ему нравится девушка-кролик. В этот момент он понял, что облажался. Он тут же смущается, когда понимает, что это косплей Узаки, и девушки смеются над ним, называя его похотливым неудачником. Позже той же ночью, когда идет дождь, Сакура слышит звонок в дверь и быстро идет к двери, но видит промокшую Хузаки. Он пытается дать ей полотенце, но она вдруг говорит ему, что больше не может с ним встречаться, шокируя его. Затем она говорит, что сделала то, что нельзя исправить, поэтому больше не может с ним встречаться. Сакуре становится любопытно, и он спрашивает, что случилось, уверяя, что сделает все возможное, чтобы помочь. Выражение ее лица мгновенно меняется, когда она это слышит, и она признается, что забыла сделать домашнее задание на летних каникулах. Затем она жалуется, что у студентов все еще есть домашнее задание на лето, бла-бла-бла. Но, понимая, к чему это ведет, брат закрывает перед ней дверь. Она начинает стучать в дверь, прося его помочь ей с отчетом, если он хочет, чтобы она встречалась с ним следующим летом. Но он говорит ей, чтобы она сделала это сама, но она продолжает уговаривать его, пока он не передумает. На следующий день Сакурай поднимает коробки в кафе и жалуется старику, что Узаки слишком с ним сблизилась. Старик смеется над его затруднительным положением, а затем пытается поднять одну из коробок. Сакурай пытается остановить его, но он говорит, что справится, и в итоге чуть не ломает себе спину. Сакурай сразу же отводит его к мануальному терапевту, а Эми и Узаки остаются в кафе, чтобы поболтать о пустяках, которые не имеют отношения к истории. Тем временем отец Эми лечится у какого-то странного типа, который готов отправить его на Луну. Во время их бессмысленной болтовни Эми спрашивает Узаки, какими они были в старой школе, и она отвечает, что они начали общаться только после того, как снова встретились в колледже. В старшей школе они встречались только по делам плавательного клуба, и она была напугана его жутким видом в первый день, когда увидела его. Однако она добавляет, что через некоторое время поняла, что, несмотря на его суровый вид, он не такой уж и страшный. Эми вдруг спрашивает, не поэтому ли она теперь говорит, как он, шокируя ее. Эми добавляет, что Хузаки никогда не использует сленг поколения Z, только когда рядом с Сакураем, и ей становится неловко, потому что она никогда не замечала, что делает это. Она быстро извиняется и убегает домой вся красная, забавляя Эми тем, что она нашла настоящее сокровище. На следующий день Узаки встречается с Эми, Сакаки и ее отцом, чтобы спросить, как ведет себя Сакурай, когда он пьян, потому что она никогда раньше не видела его пьяным.
Эми отвечает, что Сакураи умеет пить, поэтому он никогда не напивается. Но Сакаки отвечает, что хотя Сакураи не слабак, он все же напивается. Однако Сакаки добавляет, что Сакураи знает свои пределы и придерживается их. Узаки радуется, что кто-то видел его пьяным, и спрашивает об этом Сакаки. Сакаки интересуется, не собирается ли она подкрасться к нему, чтобы заткнуть ему рот, когда он спит, или что-то в этом роде. Но она признается, что ненавидит, когда Сакураи видит ее пьяные выходки, поэтому она просто пытается утянуть его за собой. Затем она говорит Сакаки, что сейчас самое подходящее время для интриг, потому что Сакураи нет рядом. Она предлагает устроить вечеринку с выпивкой, и Эми сразу же проявляет интерес. Но Узаки говорит, что, учитывая ее поведение в караоке-баре, она предпочла бы сделать это одна. Позже вечером Узаки приходит к Сакураи, и он спрашивает, почему она вдруг захотела прийти и выпить. Она готовит острую еду, следуя стратегии Сакаки, чтобы заставить его много выпить. Она следует другим планам и в итоге напивается. Затем она вспоминает, как Сакаки говорила ей, что когда Сакурай пьян, он обычно не в себе, и в таком состоянии его психическая защита равна нулю, и он не может лгать. Сакаки также сказала, что Сакураи очень осторожен, потому что не хочет никому показывать эту свою сторону. Теперь, когда Сакураи в таком состоянии, Узаки начинает тыкать его в щеку, и он вдруг благодарит ее заготовку. Она говорит ему, что предпочла бы честное мнение без влияния выпивки, а он отвечает, что слишком стесняется. Это заставляет ее сказать, что это его шанс рассказать все, что он не мог сказать раньше. И первое, что он упоминает, это свою любовь, и она теряет дар речи. Она берет следующую банку выпивки и сразу же начинает пить, пока тоже не напивается. Вскоре появляется Сакаки и видит их обоих пьяными, поэтому он укладывает Сакураи на футон, а Кузаки тоже ложится рядом с Сакураи на тот же футон. После этого Сакаки уходит. На следующее утро они просыпаются рядом друг с другом и смущаются, не понимая, почему они оказались на одном футоне. Позже в кафе они рассказывают об этом Ами и ее отцу, которые сразу же закрывают кафе, потому что хотят услышать подробности. Сакураи и Узаки говорят, что не помнят, что произошло, кроме того, что они проснулись рядом, друг с другом этим утром, шокируя Ами и ее отца, которые думают, что они переспали. Сакураи быстро оправдывается, что они ничего не делали, потому что не помнят, но старик говорит ему, что он не может быть так уверен, потому что ничего не делал. Сакураи злится, утверждая, что ничего не было. Затем он просит Узаки рассказать, что произошло, потому что она легла позже него, но, пытаясь вспомнить, она вспоминает, что сказал Сакураи, и лукаво улыбается, шокируя Сакураи. Эми сразу понимает, что что-то произошло, и жалеет, что ее там не было, даже если бы ей пришлось силой туда пробраться. Она умоляет Сакураи взять ее с собой в следующий раз, и он соглашается, но Узаки говорит ему, что лучше пригласить кого-нибудь еще. Затем Узаки спрашивает, стоит ли им повторить это сегодня, но он шокирует ее, говоря, что завтра снова начнется учеба, и это портит ей настроение, потому что это значит, что летние каникулы закончились. Увидев это, Сакураи злится и спрашивает, неужели она дышит только ради того, чтобы тусоваться. На следующий день в колледже Узуки встречает Сакураи и жалуется, что у нее шок от окончания лета, потому что они мало тусовались. Однако говорит ей, чтобы она не выдумывала, ведь они могут тусоваться не только летом. Они могут делать все, что угодно. Она сразу же краснеет, и, увидев ее красное лицо, Сакураи говорит, что не это имел в виду, но уже слишком поздно, потому что Узаки теперь думает, что он очень хочет с ней тусоваться. Летние каникулы официально закончились, и Сакаки замечает Узаки в классе. Она выглядит так, будто только что проиграла битву за жизнь. Он пытается поговорить с ней, но ее внутренняя тьма берет вверх. Оказывается, она оплакивает потерю свободы, потому что летние каникулы закончились слишком быстро. Но Сакаки знает, что с ней происходит что-то более серьезное. Он быстро оглядывает комнату и понимает, что Сакураи еще нет. Чтобы вывести ее из этого состояния, он предлагает устроить несколько тусовок, что напоминает ей о том, как Сакураи сказал, что они всегда могут потусоваться вместе. Внезапно ее настроение меняется на 180 градусов. Заинтересовавшись их отношениями, Сакаки спрашивает, всегда ли они были неразлучны. Узаки, как всегда, небрежно упоминает, что раньше считала Сакураи потенциальным преступником в их старой школе. Она даже говорит ему, что Эми уже знает об этом забавном факте. Но Сакаки, чувствуя себя немного обделенным, спрашивает, что заставило ее передумать. Она сразу же вспоминает травмирующий урок плавания, когда Сакураи выглядел так, будто планировал ее смерть. Затем происходит странный трогательный момент, когда он подбадривает ее кукурузой. Сакаки заинтригован и требует подробностей, а Сакураи в это время находится в коридоре, не подозревая о клевете, которая происходит в его отсутствии. Когда Сакураи наконец заходит, Узаки приветствует его единственным известным ей способом — наносит ему серию ударов. Она начинает расспрашивать его, почему он опоздал, и начинается обычный хаос. Увидев этих двух идиотов, Сакаки предлагает открыть новый боулинг. Это идеальное место для них, чтобы выплеснуть накопившуюся агрессию, и Узаки сразу же начинает подкалывать Сакураи, утверждая, что он, наверное, даже не знает, как выглядит шар для боулинга, и это заставляет его показать ей, кто здесь главный. После занятий они идут в боулинг, и Узаки предлагает сделать ставку, чтобы было интереснее. Сакаки не хочет участвовать в их бесконечном токсичном соперничестве, но она продолжает подначивать Сакураи, который остается подозрительно спокойным. Когда Сакаки бросает ему вызов, Сакураи наконец признается, что если он станет выше, то проиграет ей.
Узаки идет первый и оставляет несколько кеглей, а Сакураи, все еще игнорируя ее выходки, подходит и сбивает все кегли с первой попытки. Именно тогда он признается, что тайно тренировался, чтобы победить ее в этой игре. Узаки, вместо того, чтобы впечатлиться, сразу же начинает издеваться над тем, что он тоже играл в боулинг один. Теперь я официально в бешенстве. Сакурай делает второй бросок, но Узаки, как всегда, начинает ему мешать. Она использует все грязные приемы, которые только знает, и, несмотря на все ее усилия, он все равно выигрывает. Сакаки предлагает нелепое наказание за ее проигрыш, от которого Сакурай мудро отказывается. Естественно, это приводит к очередному вызову, потому что эти двое не умеют расслабляться. Тем временем в кафе отец Эмми собирается уходить и просит Эмми запереть дверь. Как только он уходит, в ней просыпается внутренний злодей. Она убегает переодеваться, уже замышляя что-то дьявольское. Оказывается, ее новая одержимость — нарядить Юдзаки в костюм кролика. Через несколько минут Юдзаки и Сакурай приходят в кафе, и они сразу же заталкивают их в раздевалку, прежде чем они успевают возразить. Юдзаки примеряет первый наряд, и ему нравится, но он быстро понимает, что это катастрофа, потому что ее рисовые лепешки не держатся на месте. Второй наряд — мечта Эми, но вызывает подозрение у Юдзаки. Она спрашивает, одобрил ли ее отец новую форму, и Эми ловко уходит от ответа. Юдзаки примеряет остальные наряды, но все еще сомневается. В конце концов, Эми сдается и признается, что это была ее давняя мечта. У Сакураи тем временем тоже проблемы с гардеробом, потому что Эми дала ему только кожаные шорты. Очевидно, ее грандиозный план состоит в том, чтобы он гипнотизировал посетительниц своим прессом. Прежде чем они успевают осознать, насколько она развратна, в кафе заходит мама Адзаки. Эми сразу же хватает ее и умоляет тоже надеть костюм кролика. Мама Адзаки в ужасе и хочет только одного — уйти домой. Но они продолжают болтать о своей безумной идее, чтобы посетители были в восторге. Однако вскоре она понимает, что за ней стоит ее отец, кипящий от злости, и ей становится страшно. В конце концов, Эми приходится самой надеть костюм кролика, который обнажает ее грудь и становится дополнительным развлечением для Сакураи, который не может сосредоточиться. Позже той же ночью Вазаки продолжает кричать на него, чтобы он не ложился спать, а ее мама неожиданно звонит ей, давая Бро идеальный повод уйти. Через несколько дней в классе Сакураи рассказывает Сакаки обо всем этом, прежде чем упасть в обморок на парте. Приходят Юдзаки с другими девочками, и они начинают болтать о своих парнях и о том, как здорово быть влюбленными. Юдзаки, однако, считает отношения переоцененными. Девочки уверены, что они с Сакураи уже встречаются. Расспрашивают о подробностях, и Сакаки дразнит его, говоря, что это его шанс наконец-то услышать ее истинные чувства по поводу их отношений. Но он разочарован, когда получает мастер-класс по двусмысленным комплиментам. Юдзаки заявляет, что Сакураи — одинокий, несчастный отшельник, которому отчаянно нужна ее дружба, чтобы жить. Сакураи, не в силах больше притворяться, уходит, чтобы побыть одному. Он находит тихое место, но усталость берет вверх. Когда он уже собирается заснуть, на него натыкается Юдзаки. Она пытается заговорить, но, услышав его храп, сдается и садится рядом с ним. Вскоре она тоже засыпает, и Сакаки в конце концов находит их. Теперь они обнимаются, как влюбленные, а другие девочки собираются вокруг, недоумевая, что происходит. Амат, в конце концов, видит фотографии и расстраивается, думая, что они скрывают от нее свои отношения. Чтобы прояснить недоразумение, они все соглашаются снова встретиться. Во время шопинга в торговом центре Юдзаки признается, что завидует тому, что у Эми почти нет уроков, и Сакурай прямо говорит ей, чтобы она хоть раз в жизни использовала свой мозг. Обиженная, она отвечает, что у нее хотя бы есть друзья, и она не так одинока, как он. Раздраженный, он говорит ей, чтобы она перестала полагаться на него, и уходит. Она продолжает жаловаться на то, какой он тупой, пока не вмешивается Сакаки, объясняя, что Сакураи на самом деле не такой уж и тупой. Не желая сдаваться, Юдзаки начинает дразнить Сакаки, спрашивая, собирается ли он вообще закончить учебу, ведь он почти не появляется в кампусе. Когда Сакурай возвращается, он говорит ей не беспокоиться о Сакаки, потому что он специально выбрал самый легкий курс, чтобы не напрягаться. Позже Юдзаки идет с Эми за купальником и рассказывает ей о том, как они с Сакурай тусовались у бассейна. Вспомнив, как он похвалил ее купальник перед тем, как они вернулись в воду, она решает пройтись по торговому центру в поисках еще более крутых вариантов. Услышав это, Эми сразу же чувствует, что выполнила свою жизненную миссию, ведь именно она посоветовала Сакурай начать делать ей комплименты. После шопинга они идут на футбольное поле, чтобы продолжить тусоваться. Сакаки с энтузиазмом пытается заставить Эмми оценить красоту спорта, но ее волнует только то, что с Сакурай может случиться что-то серьезное. Чтобы избежать еще одной ее странной фантазии, Сакаки спрашивает Сакурай, не хочет ли он сыграть в футбол. Сакурай колеблется, но Сакаки уверяет его, что не ждет от них многого. Когда они собираются начать, они замечают, как трое парней из колледжа издеваются над группой юнжинов, отрабатывая свои футбольные навыки. Сначала Сакаки считает жалким, что взрослые парни издеваются над этими смайликами, но потом молодые парни полностью уничтожают их безжалостными насмешками, оставляя их слишком подавленными, чтобы ответить. Прежде чем они успевают прийти в себя, рыжеволосый парень из группы ругает команду Сакаки за то, что они просто смотрят.
Сакаки говорит ему, чтобы он расслабился, ведь они все заплатили за доступ на поле, но парень сразу же узнает его и вспоминает о вечеринке, на которой они были вместе. Сакаки, однако, не помнит, чтобы когда-либо встречался с ними. Троица представляется как Сакамото, Каваками и Амата, надеясь, что это освежит его память. Они вспоминают, как им было весело, но Сакаки помнит только, как они умоляли его подцепить девчонок, потому что сами не могли из-за своих бумажных лиц. Парни вспоминают, как им было грустно на вечеринке, потому что Сакаки ушел со всеми девушками. И в ответ Сакаки безжалостно объясняет суровую реальность их низких шансов с девушками, пока их души не будут разбиты. Когда они уже совсем отчаялись, они вдруг видят Идзаки и Ами с их острыми сиськами и желанием вложиться в эти активы. Они вызывают Сакаки на матч, заявляя, что если он выиграет, они оплатят его счет, но если выиграет троица, они получат шанс с девушками. Сакаки сразу же заявляет, что Идзаки не в счет, но предлагает Эми, говоря, что она свободна. Затем он выбирает одного из молодых парней, чтобы завершить их команду. Матч начинается, и наблюдая за тем, как Сакаки доминирует, Азаки называет Сакурай совершенно бесполезным, предупреждая его, чтобы он не испортил серию Сакаки. Сакамото и его команда делают перерыв, чтобы разработать стратегию, понимая, что их единственная надежда — использовать отсутствие навыков у Сакурая. Но когда разрыв в счете увеличивается, Сакаки говорит Сакурае расслабиться, потому что отыграться невозможно. Сакурай, решив помочь, просит совета. Сакаки дает ему простой совет, и вдруг что-то внутри него щелкает. Идзаки сразу же замечает перемену в его выражении лица. В следующий момент Сакурай бросается к мячу. Сакамото бросается к нему, думая, что сможет остановить его, но его сбивает с ног удар Сакурая. Когда он падает на землю, Ами с восхищением смотрит на него, слезы радости текут по ее лицу. Сакурай не останавливается на достигнутом. Он сбивает с ног Каваками, отправляя его в полет. Амата готовится, уверенный, что выдержит удар, но Сакурай наносит свой самый мощный удар, ломая ребра Хамади и забивая свой первый гол. Когда он празднует, что наконец-то стал полезным, до него доходит, что он, возможно, совершил преступление. Не раздумывая, он убегает с места происшествия вместе с Сакаки и девушками. Позже Сакурай идет к Идзаки, и они разговаривают о его удоне, пока она не видит, как мимо пробегает еще одна пара лучших друзей. И она начинает фантазировать о том, какой была бы ее жизнь, если бы она была его симпаем. Сначала это приятная мысль, но когда она представляет его обычное бесстрастное лицо, это начинает ее бесить. Решив наказать его, Сакурай опускает его на свой уровень и не отпускает, пока он не говорит, что ее арбузы его душат. Он понимает, что ей просто нравится Лулу, и она бросает ему в лицо свою сумку, говоря, что им нужно спешить домой, потому что ее мама ждет. Через несколько минут Идзаки и ее мама пробуют удон, и она хвалит его за то, что он стал лучше. Он самодовольно достает несколько упаковок, объясняя, что тренировался несколько месяцев. Чувствуя себя уверенно, он спрашивает, может ли она научить его чему-то новому, но Идзаки отказывает ему, напоминая, что он до сих пор не умеет правильно нарезать удон. После того, как она его отчитала, он грустит и обращается за помощью к ее маме. Когда он демонстрирует свою технику нарезки, Суки подходит ближе, чтобы поправить его, но случайно прижимается грудью к его руке. Смутившись, она быстро отступает и извиняется. Однако она вдруг вспоминает прошлые культурные моменты, которые они пережили вместе, и думает, что это опасно — смотреть на мать и дочь. Однако она понимает, что Роб даже не обращает на нее внимания, и Мидзаки объясняет это тем, что он в таком состоянии, когда ему все равно. Увидев в этом возможность для расследования, мама Мидзаки садится рядом с Идзаки и спрашивает, был ли у нее недавно какой-нибудь особенный момент с Сакурай. Идзаки сразу же паникует, вспоминая, как проснулась рядом с ним, пока Сакаки и ее друзья фотографировались. Убежденная, что ее мама каким-то образом узнала об этом, она признается. Но ее расплывчатое объяснение заставляет маму неправильно истолковать ситуацию и подумать, что Сакурай, должно быть, трясла своими сиськами перед их друзьями. Сердце Суки сразу же разрывается, и она идет в свою комнату, потому что это должна была быть она над Идзаки. Тем временем Сакурай наконец-то совершенствует свою технику нарезки. Позже тем же вечером Кири приходит домой на ужин и жалуется, что снова ест удон. Идзаки небрежно упоминает, что ее сэмпай приготовил много, но Кири неправильно понимает, думая, что она говорит об одном из своих милых друзей. Поэтому идиот сразу же влюбляется в удон и съедает его так, будто от этого зависит его жизнь. Через несколько дней подготовка к фестивалю в колледже идет полным ходом, поэтому Идзаки находит Сакурая, чтобы обсудить планы. Но когда он небрежно упоминает, что пропустит мероприятие, она в шоке. Он говорит, что он асоциальная одиночка, и идея пойти на фестиваль без друзей кажется ему бессмысленной. Раздраженная, Идзаки перестает его уговаривать и спрашивает, как он планирует провести следующие несколько дней. Он начинает рассказывать о новых скинах, которые пытается разблокировать в своей игре, и когда она смотрит, он продолжает объяснять, почему фестиваль его не интересует. После того, как он забирает игру, чтобы продолжить играть, она долго смотрит на него, прежде чем принять суровую правду о том, что этот парень обречен быть одиночкой навсегда. После этого она переключается и предлагает встретиться у него дома, даже предлагает приготовить еду в обмен. В этот момент появляется Сакаки, выглядящий так, будто только что проиграл битву с мусоровозом, и подслушивает их план пропустить фестиваль. Обеспокоенные его самочувствием, они спрашивают, что случилось, и он объясняет, что присоединился к оргкомитету и предложил способ повысить посещаемость.
К сожалению, его отличная идея обернулась против него, и теперь он по уши в работе из-за этого. Его план заключается в том, чтобы привлечь больше студентов, предложив приз за активное участие в лотерее. Услышав это, Сакурай и Идзаки заинтересовались, и он показывает им один из призов. Идзаки сразу же теряет самообладание, когда видит, что разыгрывается консоль, о которой она мечтала с момента ее выпуска. Сакурай, заметив, как сильно она этого хочет, внезапно меняет свое мнение о фестивале. Его решение сбивает Идзаки с толку, и она спрашивает, почему, а он просто говорит, что это повысит их шансы выиграть консоль. Затем Сакаки подсказывает им, что посещение оккультного клуба может повысить их шансы, и убегает обратно к своей бесконечной подготовке к фестивалю. В день мероприятия Сакурай сразу же жалеет о своем решении из-за огромного количества людей. Но Идзаки говорит ему сосредоточиться на сборе марок как можно быстрее. Пока они идут по фестивалю, им действительно нравятся некоторые из них. Наконец они добираются до оккультного клуба и встают в очередь. Пока они ждут, они болтают о разных вещах, включая игровой прогресс Сакурай, пока он не замечает странные взгляды, которые на них бросают. Быстрый взгляд на очередь показывает, что их окружают девушки, и прежде чем он успевает понять, почему, наступает их очередь. Оказывается, гадалка — знакомая девушка по имени эта, которая объясняет, что ее предсказания в прошлом году принесли ей в известность, и она присоединилась к оккультному клубу. Они садятся и думают, не поможет ли это Сакурай определиться с планами на будущее. Но Идзаки быстро отказывается, говоря, что эти предсказания предназначены только для тех, кто работает над своей личной жизнью. И тут до него доходит. Это объясняет, почему в очереди было так много девушек. Извинившись за недоразумение, они пытаются уйти, но весь оккультный клуб преграждает им путь. Надеясь избежать дальнейших проблем, Мазаки предлагает просто пройти гадание. Через несколько мгновений это заканчивает и делает глубокий вдох, прежде чем огласить результаты. По ее словам, у Сакурай и Мазаки одно из самых сильных любовных предсказаний, которые она когда-либо видела. Чиамри называет их идеальной парой, но знает, что они не встречаются, поэтому требует объяснить, почему они притворяются, что не замечают их очевидной химии. Оба замирают, пытаясь скрыть свои эмоции, но это продолжает болтать, пока другие члены клуба не заставляют ее замолчать. Наконец им разрешают уйти. Как только они выходят, Ами, которая пряталась в тени, снимает маску и благодарит их за помощь, прежде чем уйти, чтобы продолжить свою слежку. Переодевшись в обычную одежду, она звонит Сакаки, который едва сдерживается, и рассказывает ему, как гладко проходит его план с Сакурай и Идзаки, прежде чем понимает, что потеряла их из виду. Тем временем они сидят на скамейке, и Сакурай весь в поту, все еще не оправившись от гадания. Он ожидает, что Идзаки тоже будет в шоке, поэтому смотрит на нее и видит, что она странно счастлива. Когда он спрашивает об этом, она говорит ему не думать об этом слишком много. После этого они идут посмотреть, окупились ли их усилия. Но в итоге консоль выигрывает кто-то другой. На следующий день занятия отменяют, чтобы ученики разобрали свои стенды. Но Сакурай все утро лежит в постели, размышляя о гадании, пока Идзаки готовит. Он не может забыть, как она улыбалась на скамейке, и удивляется, почему у нее не было такой же реакции, как у него. В конце концов, он встает и спрашивает, нужна ли ей помощь, но она говорит, что все в порядке. Он накрывает на стол и заставляет себя перестать все анализировать. Когда еда наконец готова, Идзаки погружается в свои мысли, убежденная, что Сакурай безнадежно влюблен в нее. С самодовольной улыбкой она спрашивает, хочет ли он сказать что-то особенное. Он благодарит ее за еду, но она имеет в виду другое. Он продолжает благодарить ее, пытаясь угадать, чего ей хочется, пока не вспоминает, что его мозг обрабатывает информацию за 3-5 рабочих дней, не считая выходных и праздников. Разозлившись, она вымещает свой гнев на столе, пока он не извиняется, все еще не понимая, что сделал не так. В конце концов, она успокаивается, убеждая себя в своих иллюзиях, и в краткий миг умиротворения передает ему специи, прежде чем они продолжат есть. Той ночью Мазаки залезает в ванну, но вместо того, чтобы расслабиться, она начинает погружаться в свои фантазии. Все благодаря гаданию это. Она так сильно погружается в свои мысли, что чуть не тонет в ванне, привлекая внимание брата и мамы. На следующий день она приходит в отряд с квитанциями, убежденная, что Сакурай безумно влюблен в нее. Сакаки действительно думает, что она что-то нащупала, но Эми и ее отец знают горькую правду. Сакаки, решив сыграть роль свахи, просит совета у Эми. Жаль, что она уже ушла, оставив его разбираться самому. Они оба соглашаются стать командой Купидона, но прежде чем они успевают разработать стратегию, Идзаки начинает восторгаться новой игрой, которую только что купил Сакурай. Похоже, он планирует провести целый день за игрой. Отец Эми спрашивает, почему она не играет с ним, и она с гордостью заявляет, что дает ему свободу. Сакаки сомневается, зная, что она не соблюдает границы, но потом она небрежно упоминает, что Сакурай может быть в культурном шоке, если они останутся наедине, и все становится понятно. Сакаки возвращает ее к реальности, напоминая, что она провела у него целую ночь, и ничего не произошло. Идзаки в своем отрицании утверждает, что на этот раз все по-другому, потому что гадание могло изменить мнение Сакурая, и никогда не знаешь, что может сделать такой парень. Эми срывается и готова уничтожить Идзаки. Но ее отец останавливает ее, говоря, что насилие — это не выход.
Идзаки говорит, что ей неприятно слышать, как она рассуждает о том, что у Сакураи проблемы с головой. После долгих размышлений они все понимают очевидное. Эти двое слишком глупы, чтобы разобраться в своих чувствах. После этого Вазаки неожиданно получает звонок от Сакураи, который приглашает ее поиграть. И вместо того, чтобы просто согласиться, как обычно, она делает вид, что он умоляет ее о внимании, но как только звонок заканчивается, она быстро бежит к нему домой. Тем временем Эми и Сакаки начинают строить планы, чтобы подтолкнуть этих двоих к отношениям. Сакаки предлагает запереть их вместе, пока они не разберутся, но у Эми, к счастью, есть план, который не предполагает обвинения в преступлении. Они решают изменить рабочие смены Сакураи и Идзаки, чтобы изучить их по отдельности в течение следующих нескольких дней. Эми терпит бесконечные разговоры Идзаки до самого заката, теряя клетки мозга с каждой секундой. Наконец, Сакаки вмешивается и задает вопрос на $1 миллион. Уверена ли она, что Сакураи испытывает к ней чувства? Идзаки, вопреки всякой логике, убеждает себя, что это так. И тут Сакаки выдает бомбу. У Сакураи есть целый фан-клуб красоток, которые жаждут его внимания. Отец Эми поддерживает его, утверждая, что даже местные тетушки заглядываются на Сакураи, и уверенность Идзаки падает. Что еще хуже, Сакаки напоминает ей, что если Сакураи останется один, все эти красотки попытаются его заполучить. Даже Эми не застрахована. Сакаки прямо говорит, что она слаба перед бицепсами Сакураи. Эми пытается отрицать это, но ее отец подтверждает это, заставляя ее так смутиться, что она не может вымолвить ни слова. Сакаки, будучи настоящим злодеем, показывает ей свой пресс, и Эми случайно признается, что на самом деле не против, чтобы Сакураи прижал ее к стене. Идзаки, теперь уже по-настоящему запаниковав, начинает видеть в Сакураи идеального парня, а не просто друга по играм. Позже той же ночью Сакураи предлагает проводить Идзаки домой, и та убегает переодеваться быстрее скорости света. Сакураи, будучи бестолковым парнем, приглашает Сакаки присоединиться к ним, но у Сакаки другие планы. Не имея выбора, Сакураи неловко пытается поговорить с Эми, но она избегает его взгляда, боясь, что ее снова поймают на том, что она смотрит на него. По дороге домой Идзаки странно молчит, и когда Сакураи спрашивает почему, она скрывает свои мысли за фальшивым энтузиазмом по поводу приготовления ужина. Тем временем Эми строит планы, как отомстить Сакаки за то, что он раскрыл ее чувства, а ее отец недоумевает, где он ошибся и как ее воспитывал. Сакураи приходит к Идзаки, он отмеряет соль, как будто обезвреживает бомбу. И мама Идзаки из суки вмешивается, чтобы познакомить его с древним искусством определения количества соли на глаз. Сакураи в восторге спрашивает, достаточно ли он опытен для такой сложной техники. Она терпеливо учит его, заставляя запомнить количество соли, как будто это священный ритуал. Идзаки тем временем пытается забыть слова Сакаки, но в итоге еще больше запутывается. Цуки делает перерыв, и Идзаки делает ей массаж плеч, небрежно спрашивая, что она думает о Сакурае. Цуки, боясь, что это тот самый момент, которого он так боялся, просит ее повторить вопрос, но прежде чем Идзаки успевает ответить, кошки начинают шалить, спасая ее от ответа. Пока Идзаки кормит кошек, она погружается в мечты, представляя, как Сакурая и одноклассница пытаются поцеловаться, и их окружают фанатки, которые тоже хотят попробовать его губы на вкус. Тем временем Суки погружена в свои мысли, пока рядом с ней внезапно не появляется Сакурая и не зовет ее, чуть не доведя до сердечного приступа. Она берет себя в руки и продолжает урок кулинарии, но Сакурая, чувствуя себя виноватым за то, что напугал ее, решает, что было бы проще, если бы он знал ее имя, чтобы в следующий раз просто позвать ее из кухни. Как только он спрашивает, она чуть не обливается горячим маслом, убежденная, что он пытается ее соблазнить, потому что тоже хочет ее. Она нерешительно называет ему свое имя, чувствуя себя очень неловко из-за того, что это может пробудить в ней хищные инстинкты. Но Сакурай просто продолжает жарить крокеты, как ни в чем не бывало. Идзаки возвращается как раз вовремя, и Суки отводит ее в сторону, чтобы сказать, что ей нужно остерегаться определенного типа парней, которые искренни. Таких, как этот бестолковый парень в нескольких сантиметрах от нее. Сакурай заканчивает готовить, и Идзаки пробует блюдо. Когда он с восторгом благодарит Суки и называет ее по имени, Идзаки сразу же начинает подозревать неладное. На следующий день Сакурай заходит в кафе, чтобы проведать Идзаки, но она ведет себя так, будто он — биологическая угроза в человеческом обличии. Ами и ее отец сразу понимают, что он сделал что-то глупое, но когда они спрашивают, Сакурай клянется, что понятия не имеет, почему она злится. Прежде чем они успевают придумать план спасения, входит Суки и спрашивает, не испортил ли Идзаки ей настроение. Эми и ее отец уверяют ее, что Идзаки работает нормально, за исключением того, что теперь она полностью поглощена Сакурай. Эми думает, что он, должно быть, случайно все испортил, но Сакурай продолжает отрицать свою вину, пока у Эми и ее отца не наступает озарение. Они наклоняются к нему, и он рассказывает все, что произошло, вплоть до того момента, когда он начал благодарить ее за помощь. Оказывается, Сакурай никогда не называл девушку по имени, а значит, Суки была его первой. Эми ругает его за невнимательность, но Сакурай, все еще сбитый с толку, пытается оправдаться, говоря, что он избегает имен из уважения. Идзаки, однако, не хочет ничего слушать. Чтобы исправить ситуацию, они не пара, но определенно переживают кризис в отношениях. Эми предлагает ему называть всех по именам до конца дня. Сакурай оправдывается тем, что даже не знает имени ее отца, и старик представляется как Акихика.
Затем Акихико приказывает Сакурае все исправить, назвав Идзаки по имени, и присоединяется к девушкам, подбадривая его. Сакурае весь в поту кланяется и приносит искренние извинения. Но Идзаки не удовлетворен. Если он действительно хочет прощения, он должен назвать ее по имени. Она заставляет его немного помучиться, прежде чем, наконец, сдаться, подойти ближе и тоже назвать его по имени. Цуки, наблюдая за этим неожиданным поворотом, начинает подозревать неладное. Позже Сакурае идет домой, после целого дня, когда Идзаки называл его по имени в каждом предложении. Он находит в шкафчике купон на посещение спортзала и решает им воспользоваться. Придя туда, он разминается и осматривает оборудование, готовый начать заниматься спортом. Он уже собирается приступить к жиму лежа, когда появляются Имура и Кароки и предупреждают его, что без страховки можно получить травму. Прежде чем он успевает ответить, появляется Фудзио, взволнованный появлением нового члена команды. Они все смотрят, как Сакурае легко поднимает больше 200 фунтов, как будто это разминка. Когда он начинает замедляться, Фудзио включает своего внутреннего тренера и заставляет его сделать еще один подход. Имура и Караки предлагают дать бедному парню передохнуть, но Фудзио называет Сакурае бесхребетным за то, что он даже подумал о том, чтобы сдаться. Каким-то образом Сакурае находит в себе силы сделать последний подход, оставляя Имуру в шоке, потому что обычно никто не выдерживает полный подход под руководством Фудзио. Взволнованный Фудзио засыпает Сакурае идеями для тренировок, предлагая ему стать ходячим протеиновым коктейлем. Он даже предлагает вовлечь в это безумие своих друзей, но Сакурае знает, что Идзаки скорее сожжет свои деньги, чем заплатит за ежедневные почти смертельные тренировки. По дороге домой Сакурае пишет Идзаки, прося еще один урок кулинарии с ее мамой. Тем временем в доме Идзаки Фудзио врывается в дверь, рассказывая о достижениях Сакурае. Прежде чем он успевает устроиться, он спрашивает Идзаки, готова ли она наконец пойти в спортзал. Она сразу же отказывается, но затем Фудзио внезапно понимает, что ее фигура может быть опасна в джунглях, полных тестостерона, и говорит ей забыть об этом. Затем Идзаки рассказывает своей маме о сообщении Сакурае, и Суки с радостью соглашается научить его новым кулинарным навыкам. Когда она упоминает о том, что ее сэмпай одержим идеей совершенствования своих кулинарных навыков, Фудзио неправильно ее понимает. Думая, что они обсуждают девушку, он начинает расхваливать эту загадочную женщину как потенциальную жену, пока Идзаки не поправляет его, говоря, что ее сэмпай на самом деле парень. Фудзио тут же отключается. Через несколько секунд Янажа возвращается из школы, переодевается и присоединяется к хаосу. Фудзио, все еще думая о личной жизни Идзаки, сообщает, что его дочь влюбилась. Кири, не удержавшись, смеется над бедным дураком, который попался в ловушку. Затем Фудзио начинает допрос, перечисляя качества, которыми должен обладать ее парень, прежде чем он сможет его одобрить. Янажа и Суки предупреждают его, чтобы он успокоился, прежде чем он заставит Идзаки хранить секреты. Пока Цуки готовит ужин, расспросы Пуча каким-то образом превращаются в урок языка, и Идзаки думает, что она в безопасности, пока Янажа не начинает расспрашивать о Сакурае. Кири вмешивается, требуя знать, кто настолько глуп, чтобы влюбиться в его сестру Гремлина. Идзаки отвечает, напоминая ему, что ни одна девушка не хочет быть с ним, потому что он маленький и уродливый. Янажа спрашивает, какого роста Сакурае, и когда Идзаки небрежно говорит, что он выше 6 футов у Кири и Фудзио, внезапно развивается комплекс неполноценности. Фудзио начинает засыпать Идзаки вопросами о характере Сакурае, и она защищает его, что только еще больше интригует Янажу. Затем она случайно говорит, что у него дома чисто и уютно, но тут же понимает, что только что все испортила. Все сразу же приходят к очевидному выводу, поэтому Кири и Янажа требуют знать, почему она проводит время у него дома. Предполагая, что она уже исследовала его сокровища, Идзаки, загнанная в угол, вынуждена объяснять свои очень скучные и совершенно невинные отношения. Суки, наконец-то очнувшись от своих иллюзий, потрясена тем, что личная жизнь Идзаки не такая уж и пикантная, как ей казалось. Однако Фудзио не обманешь. Он видит ее насквозь и знает, что она по уши влюблена в Сакурае. Идзаки настаивает, что она просто спасает Сакурае от одиночества, но чем больше она спорит, тем очевиднее становится, что он ей нравится. Тем временем Янажа тихо идет к Цуки за подробностями, и Цуки начинает рассказывать о блюдах, которые она научила готовить Сакурае. Кири, надеясь на хоть какую-то надежду, разочаровывается, когда понимает, что легендарный удон приготовила не милая студентка, как он думал, а такой же парень, как Сакурае. Устав от всего этого, Идзаки уходит в ванную, пока Фудзио все еще злится. Он говорит, что Сакурае до сих пор официально не пригласил ее на свидание, хотя она уже ведет себя как его жена. Однако Цуки, естественно, выдвигает безумную теорию, что, возможно, Сакурае не сделал первый шаг, потому что на самом деле заинтересован в ней, и ему трудно открыться. Тем временем сам Сакурае делает упражнения на пресс и периодически останавливается, чтобы подумать об Идзаки, прежде чем вернуться к тренировке. Идзаки, лежа в ванне, вспоминает слова своего отца, но все еще отрицает, что уже слишком сильно влюблена. Несколько дней спустя Сакурае полностью погрузился в образ жизни качка, занимаясь с отягощениями так, будто от этого зависит его жизнь. Потому что, очевидно, избегать мысли об Идзаки — это полноценная тренировка. Тем временем Идзаки начинает чувствовать пустоту из-за того, что не проводит с ним каждую минуту. После тренировки бицепсов Сакурае готовится к жиму лежа, и его новая одержимость тренажерным залом заставляет Имуру косо на него смотреть.
Когда его спрашивают, он отмахивается, говоря, что просто хочет хорошенько потренироваться. И тут появляется Фудзио, готовый помочь ему. Фудзио, тоже заметив увлечение Сакурай тренажерным залом, сразу догадывается, что какая-то девушка разбила ему сердце. Вся тренировка превращается в сеанс коучинга, где Фудзио дает непрошенные любовные советы, а затем небрежно упоминает, что у него тоже проблемы с личной жизнью дочери. Имура, не желая участвовать в семейной драме, говорит ему оставить это дома, но Фудзио настаивает, что у него нет другого выхода, и они позволяют ему остаться. Когда он называет возраст своей дочери, Имура говорит ему, чтобы он взял себя в руки и двигался дальше. Но Фудзио не соглашается, говоря, что Идзаки все еще его маленькая девочка, и точка. Затем они обращаются к Сакурае за советом. Поскольку он ровесник Идзаки, Сакурае рассказывает целую лекцию о том, что зрелость — это не только возраст, шокируя всех тем, что у него есть мозги, а не только сила. Затем Юдзио рассказывает все, что, по словам Идзаки, она делает для своего предполагаемого сэмпая, перечисляя все, что делает жена. Куроки сразу же подозревает, что это ложь, когда Фудзио говорит, что его дочь утверждает, что никогда не было в 17 позах. Но Фудзио доверяет своим отцовским инстинктам, которые, очевидно, никогда его не подводили. Имура говорит ему расслабиться, потому что предполагаемый парень Идзаки, похоже, хочет сохранить чистоту отношений. Это заставляет Фудзио вспомнить, как Идзаки описывает Сакурае, и теперь он злится, думая, что парень игнорирует ее чувства. Они задают вопрос Сакурае, который подтверждает, что если ему действительно нравится девушка, он определенно держит свой член в штанах из уважения. Этот ответ успокаивает Фудзио настолько, что они, наконец, заканчивают тренировку. Тем временем Идзаки дома ждет сообщение от Сакурае о следующем уроке кулинарии. Яниндзя пытается отвлечь ее игрой, но Идзаки отказывается. Затем она спрашивает Кири, который сразу же отказывается, потому что не хочет снова быть униженным своей сестрой. Идзаки начинает подозревать, что Саурону понравилась новая игрушка, пока он, наконец, не отвечает, и она впервые за день улыбается. Яниндзя замечает это и, конечно же, начинает ее подкалывать, но Идзаки все отрицает. Затем она сообщает Тацуки, что Сакурае придет, и Яниндзя начинает ее еще сильнее подкалывать. Она даже в шутку спрашивает Цуки, может ли она пропустить школу, чтобы увидеться с ним, но Цуки сразу же отказывается. На следующий день Идзаки помогает Сакурае с готовкой, а затем снимает фартук, чтобы сделать ему сюрприз. Тем временем Суки, отдыхая в кафе, убеждает себя, что сделала Идзаки одолжение, не появляясь дома, чтобы Сакурае могла сосредоточиться на ней. Однако ей жаль, что она не может ответить на чувства Сакурае. Уми и Акихико видят ее насквозь, но решают позволить ей жить в своих иллюзиях. Вернувшись домой, Сакурае наконец-то может поиграть с котятами Идзаки, и он полностью очарован. Позже Суки встречает его по дороге домой и слушает, как он рассказывает о готовке, пока не упоминает, что останется подольше, чтобы повеселиться. Это сразу же настораживает Суки. Она спрашивает, сделал ли он это, и он, совершенно не понимая, думает, что она говорит об игре с кошками. Он с гордостью объявляет, что Идзаки позволила ему трогать котят столько, сколько он захочет. Суки в ужасе предполагает, что он имел в виду, что отшлепал ее котят. Затем, когда он небрежно упоминает, что с нетерпением ждет возможности поиграть с обоими котятами сразу, она чуть не сходит с ума, думая, что он все еще так сильно ее хочет. Через несколько дней Мидзаки и ее братья и сестры устраивают Суки вечеринку по случаю дня рождения с тортом и подарками. На следующий день Фудзио и Суки мило воркуют, а их дети разочарованно смотрят на них, потому что они голодны. Суки извиняется за то, что поздно проснулась, и все из-за Фудзио, который всю ночь ел ее пирожные. Идзаки, внезапно осознав, что она даже не знает, когда у Сакураи день рождения, спешит в кафе, чтобы расспросить Сакураи. Он сразу же разочаровывается, спрашивая, как она могла не знать такой простой вещи. Она винит в этом свою занятость, но они подозревают, что она просто хочет еще один повод, чтобы Сакураи был одержим ею. Она настаивает, что это просто расплата за то, что он отпраздновал ее день рождения, и Сакураи наконец называет ей дату. Теперь, когда у нее есть информация, она не знает, что с ней делать. Эмми предлагает сделать сюрприз в стиле косплея, отдав ей наряд, который она спрятала, и Киика спорит, полностью разрывая отношения с глупой собой. Сакураи, однако, советует Узаки подумать о том, что действительно сделает Сакураи счастливым. В этот важный день Идзаки начинает с ужина, а затем приглашает Сакураи на игровой марафон. После просмотра любимых фильмов они заканчивают тортом. По дороге домой она спрашивает, было ли ему весело, и он признается, что это был отличный день. Он благодарит ее за то, что она провела его с ним, и она сразу же поручает ему спланировать ее следующий день рождения. Размышляя обо всех их воспоминаниях, он понимает, насколько важной частью его жизни стала Суки. Они предлагают устроить ежегодное соревнование, чтобы узнать, кто лучше всех устроит день рождения. Но он напоминает ей, что в следующем году его уже не будет. Это заявление поражает ее, как гром среди ясного неба. Внезапно слова Сакураи о том, что их история любви ускоряется, обретают смысл. Мысль о том, что она может потерять его, приводит ее в панику, поэтому она сразу же спрашивает, может ли он подождать еще год, прежде чем окончить школу, шокируя Сакураи. И он называет ее эгоизм финальным боссом. Позже Узаки возвращается домой и не может перестать думать о своем разговоре с Сакураи. Она так глубоко задумалась, что Янаги, будучи любопытным маленьким гремлином, спрашивает, что случилось. Но Идзаки сразу же затыкает ее, говоря, чтобы ее недоразвитый мозг не лез в ее очень сложную и определенно настоящую студенческую любовную жизнь. Янаги тут же напоминает ей, что у нее вообще нет никакой личной жизни.
Это задевает ее за живое, и Мидзаки снова начинает защищаться, только еще больше убеждая Янаги в том, что происходит что-то подозрительное. На следующий день Идзаки начинает следить за Сакураи, наблюдая, как он болтает с девочками из своего класса, как документалист, изучающий дикую природу. Так продолжается до тех пор, пока Сакураи не застает ее с поличным. Он небрежно сообщает ей, что эти девочки присматриваются к Сакураи, чтобы получить незабываемые впечатления, и поэтому он советует Идзаки активизироваться. Идзаки ревнует, но быстро берет себя в руки, делая вид, что ей все равно, и даже говорит, что ей нравится, что у Сакураи много друзей. Сакураи, не желая упускать возможность, спрашивает, не будет ли она против, если он поможет девочкам, раз уж ей все равно, и это мгновенно стирает самодовольную улыбку с ее лица. Но она все равно настаивает, что Сакураи влюблен в нее, так что если он все равно откажется от этих девочек, то зазлит Сакураи, который уже устал слушать эту чушь. Затем она говорит ему, что просто помогает Сакураи не погрузиться в пучину одиночества и отчаяния. Сакураи окончательно вымотался. Он все это время пытался объяснить Узаки, но это все равно, что объяснять квантовую физику золотой рыбки. Затем она начинает говорить о том, что у Сакураи остался всего год до выпуска, и на мгновение у Сакураи появляется надежда. Может быть, она наконец-то поняла. Но нет, вместо этого она объявляет, что потратит весь год на то, чтобы заставить его признаться первым. И Сакураи сходит с ума. Он говорит ей, что ждать может быть слишком поздно, но ее заблуждение крепко держит ее в своих объятиях, поэтому он просто сдается и желает ей удачи. Тем временем Сакураи, совершенно не замечая всего этого хаоса, сидит на уроке и ищет идеи для подарка Идзаки, потому что она сделала его день рождения веселым. За обедом Идзаки продолжает смотреть на него, словно пытаясь прочитать его мысли, и ищет способ заставить его признаться. Затем ее осеняет, когда она видит его обед, и она решает, что сделать ему бенто — это лучшая любовная ловушка. Позже в кафе она раскрывает свой гениальный план, и Сакураи тут же отключается, спрашивая, не думает ли она, что они в академии для умственно отсталых. Но Ами считает, что это действительно хорошая идея, потому что обычные романтические приемы никогда не срабатывают с Сакураи. Идзаки снова воодушевляется, потому что она уже привыкла готовить для него. Но это воодушевление умирает мучительной смертью, когда она приходит домой и понимает, что сделать бенто намного сложнее, чем просто приготовить еду. Вся ее семья, как и ожидалось, ничем не может помочь. Янаги бесконечно дразнит ее, а Акири, обжора, крутится рядом в ожидании объедков. Фудзио просто пытается накачать мышцы. Она с трудом выбирает ингредиенты, пока Чуки, как обычно, не говорит ей, что она ведет себя так, будто участвует в кулинарном чемпионате. Янаги предлагает украсить его, а Фудзио, как всегда, спрашивает, можно ли добавить протеиновый порошок для набора массы. Азаки это надоедает, и она обещает приготовить им всем еду, чтобы они замолчали. На следующий день она зовет Сакураи и вручает ему бенто, что, видимо, вызывает у него какие-то глубокие скрытые эмоции. Он смотрит на него так, словно это пробудило в нем детские воспоминания и чувствует что-то, чего не понимает. Когда она собирается уходить, она небрежно говорит, что ему не обязательно есть с ней. Это сбивает его с толку, и он неловко настаивает, что не против поесть вместе. Но вместо столовой они оказываются в каком-то уединенном месте. Когда он открывает коробки и понимает, что она приготовила точно такое же блюдо для себя, он, наконец, понимает, почему она не хотела есть на глазах у всех, и еще больше смущается. Сакураи, который наблюдал за всем этим как заботливый старший брат, совершенно потрясен тем, как бесчувственный Сакураи эмоционально отреагировал на бенто, и решает оставить их наедине с их странным маленьким романом. Тем временем в спортзале Фудзио безумолку говорит о том, какая замечательная повариха Азаки, пока Имура не угрожает уволить его, потому что этот идиот смешивает семью с бизнесом. Вернувшись в кафе, Азаки не умолкает о том, что ее план с бенто удался, а Сакураи, Ами и Акихика молча сидят и позволяют ей наслаждаться своими иллюзиями. Вечером она играет с Янаги. Но, конечно, у Янаги одна цель — расспросить ее о Сакураи. Она говорит, что хотела бы увидеть Сакураи, но Идзаки тут же уходит. Однако Янаги неумолима, поэтому она идет прямо к Суке, чтобы узнать больше. На следующее утро Мидзаки удивляется, увидев Янаги при параде, и слышит, что у нее большие планы на день, прежде чем она отправится на работу. Мидзаки едва успевает приступить к работе, как в кафе появляется Янаги, и у нее чуть не подскакивает давление. Она пытается выгнать ее, но Сакураи не понимает, в чем проблема, и говорит ей, чтобы она перестала вести себя как ребенок. Она дуется и принимается за работу. Но потом Сакураи спрашивает, почему она не отреагировала так же, когда Суки впервые пришла. Мидзаки объясняет, что с Янаги трудно справиться, но по какой-то причине это заставляет его улыбнуться, и теперь ей становится любопытно. Он объясняет, что наконец-то понял, почему она так хорошо о нем заботится. Потому что она всегда была ответственной старшей сестрой. В этот момент Акихика заканчивает готовить чай для Янаги, и Мидзоки идет обслуживать ее, решив не дать ей поговорить с Сакураи. Но, конечно, Сакураи следует за ней, и прежде чем она успевает что-то понять, Янаги и Сакураи начинают болтать об играх, как будто они лучшие друзья уже много лет.
Идзаки теряет самообладание и едва сдерживается, когда Янаги переходит на новый уровень, небрежно разрешая Сакурае называть ее по имени, шокируя ее, которая подозревала, что что-то подобное может произойти. Вадзаки начинает очередной раунд препирательств, спрашивая Сакурае, почему он так легко согласился называть Янаги по имени. Тем временем Янаги узнает от Акихито все подробности о том, что происходит между ее сестрой и Сакурае. Как только ситуация накаляется, он появляется и небрежно представляется Янаги. Ее отец, застигнутый врасплох, понимает, что Эмми, скорее всего, подглядывала за Медзаки и Сакурае как агент под прикрытием. Но вместо того, чтобы обратить внимание на этот очевидный факт, он отмахивается от него, пока Идзаки продолжает обвинять Сакурае. Решив настоять на своем, Идзаки заявляет, что наказание Сакурае — называть ее по имени до конца дня. Он категорически отказывается, говоря, что это будет неловко, потому что люди могут подумать, что они вместе. Идзаки тут же снова вспыхивает, заставляя Сакурае защищаться. Он бормочет извинения, пытаясь убедить ее, что они не так уж и близки. Пока Идзаки злится, Янаги просто пьет чай, наконец понимая, почему Идзаки никогда не знакомила свою семью с этим парнем раньше. Сакурае в редкий момент осознания признает, что да, возможно, он действительно относится к Идзаки иначе, чем ко всем остальным. В ее глазах загорается надежда, когда она спрашивает, готов ли он, наконец, называть ее по имени. Однако Сакурае, будучи занозой в заднице, тут же разбивает эту надежду, говоря, что еще слишком рано, и Идзаки взрывается, а остальные молча наблюдают за происходящим. Она злится из-за того, что он без колебаний общается с Янаги, но все еще не может с ней справиться. А затем постепенно переходит к настоящей грусти, спрашивая, не считает ли он ее даже близким другом. Он говорит ей, что это не так, и запинается, говоря, что она особенная для него, и она тут же замолкает. Сакурае смущается и спрашивает, почему он это сказал, но Идзаки тут же приходит в себя, и это понятно. Позже дома Янаги рассказывает Ацуке, как легко она нашла общий язык с Сакурае, и добавляет, что Идзаки явно в нее влюблен. Однако Ацуки цепляется за неправильную деталь. Ее буйное воображение убеждает ее, что Сакурае — какой-то хитрый манипулятор, который хочет создать семейный гарем Идзаки. Решив защитить своих дочерей, она ставит ультиматум. Если Янаги когда-нибудь захочет снова встретиться с Сакурае, она пойдет с ней. Янаги, решив, что ее мама просто хочет перекусить в кафе, без колебаний соглашается. Тем временем Фудзио едет домой и сразу же начинает подозревать, что Янаги необычно проводит воскресенье. Но она резко обрывает его, говоря, чтобы он не лез не в свое дело, оставляя его эмоционально разбитым и сомневающимся в своем подходе к воспитанию детей. В другом углу дома Кюри, наконец, выходит из комнаты, где она усердно занималась, и ее тут же засыпают извинениями за то, что побеспокоили. Но его раздражает не шум, а то, что он пропустил время для физической активности. Он просто хочет выйти на улицу. Суки, даже будучи строгим родителем, настаивает, чтобы он сначала сдал экзамены, а потом уже думал о тренировках. Кюри не просто расстроен из-за пропущенной тренировки, он оплакивает зимнюю подготовку, которую он пропустил, зная, что у него больше не будет шанса набрать мышечную массу. В отчаянии Кюри отводит Пугио в сторону и умоляет его не рассказывать об этом кризисе. Фуджио, довольный тем, что хотя бы один из его детей все еще ценит его увлечение бодибилдингом, с радостью соглашается. На следующий день Кюри идет в спортзал, решив доказать, что он чего-то стоит. Он присматривается к более тяжелым гантелям, которые используют другие, и решает превзойти пожилых посетителей, которым наплевать на его хрупкое эго. После того, как ему не удается произвести впечатление в секции с весами, он переходит к жиму лежа, но его опережает накачанный лысый парень. Не имея другого выбора, он переключается на беговую дорожку, но его обгоняет энергичная бабушка, которая заставляет его выкладываться по полной. Вскоре у него подкашиваются ноги, и он падает. Тем временем Сакурае приходит в спортзал и спрашивает у Фуджио, как пройти к бассейну. Фуджио объясняет правила плавания, но тут же отвлекается. Он уверен, что тренировки Сакурае — это часть какого-то хитроумного плана, чтобы произвести впечатление на девушку, не подозревая, что эта девушка — его собственная дочь. Через несколько минут Кюри появляется в бассейне, готовый доминировать в этой секции. Заметив Сакурае, он решает, что этот парень — новичок, который только пробует свои силы. Это заблуждение тут же развеивается, когда Сакурае начинает плавать как олимпийский чемпион, оставляя Кюри барахтаться, как рыба, выброшенная на берег. Пожилые люди с недоумением наблюдают, как Кюри выкладывается на полную, но его дважды унижают за один круг. Позже в сауне Кюри пытается восстановить свою гордость, убеждая себя, что проиграл только потому, что был не в лучшей форме. Но как только он начинает приходить в себя, в сауну заходит Сакурае, только что принявший душ, совершенно не обращая внимания на полотенце. Кюри бросает на него взгляд и тут же впадает в экзистенциальное отчаяние. Потому что видеть голый торс парня не входило в его планы. Вечером он дуется дома, чувствуя себя так, будто его сбило стадо коров. Девочки, обеспокоенные его внезапной сменой настроения, пытаются понять, что случилось. Тут появляется Фуджио и, дождавшись, пока Чуки уйдет, с понимающей улыбкой спрашивает, готов ли он стать качком, но это звучит как греческий такури, потому что парень слишком потрясен тем, насколько великолепен был этот магнум. Через неделю они, наконец, заканчивают ужинать, и Фуджио пользуется случаем, чтобы объявить о своем плане.
Он берет выходной в воскресенье, чтобы отдохнуть с друзьями, так как Кюри и Янаги сдали экзамены. Он достает телефон и показывает несколько горячих источников, о которых слышал от своих друзей в спортзале. Суки одобряет эту идею, и он спрашивает Кюри, не против ли он. Кюри считает, что это отличный шанс снова продемонстрировать свои навыки плавания. Но тут у него внезапно возникает флешбэк из Вьетнама, и он мысленно отказывается от этой идеи. На следующий день они все садятся в машину и едут к горячим источникам. Фуджио, однако, не в восторге от того, что Кюри остался дома, беспокоясь о том, что задумал этот маленький гремлин. Тем временем брат возвращается домой, гладит кошек и ищет утешения, но даже их пушистость не может стереть ужасы из его памяти. В машине Янаги переходит в режим угрозы, подкалывая Изаки и спрашивая, не лучше ли ей поехать с Сакурой. Изаки говорит ей заткнуться, но Янаги продолжает подливать масло в огонь. Одно упоминание о том, что Изаки влюблена, щелкает выключателем в голове Фуджио. Он разгоняется до предела, заставляя суки вцепиться в сиденье изо всех сил. Оказывается, он все еще злится на то, что Визаки игнорирует его уже несколько недель, а суки и Янаги отказываются рассказывать об этом так называемом особенном сэмпае. Фуджио жмет на газ, заставляя бедного водителя впереди понять, что он стал жертвой дорожной ярости. Несмотря на почти смертельную аварию, они, наконец, добираются до источников, где девушки тут же переодеваются в откровенные купальники и погружаются в теплую воду. Цуки одобрительно кивает Фуджио, потому что его гениальный план действительно работает. Фуджио прыгает из одной ванны в другую, в конце концов оказываясь в ванне с рыбками для педикюра. Асаки и Нанти храбрятся, но быстро сдаются под пыткой-щекоткой, смеясь как сумасшедшие. Фуджио, теперь уже официально смущенный, говорит им заткнуться, но тут Супи тоже начинает смеяться, и ее невероятные формы делают ситуацию еще хуже. В конце концов, девушки решают исследовать окрестности, и Фуджио пытается последовать за ними, но тут же падает, и вода забрызгивает его грудь. Тем временем Адзаки и Яна Джая сталкиваются с парой симпатичных парней, которые хотят проверить их на прочность. Девушки издеваются над ними, говоря, что если бы здесь был Сакураи, одно его выражение лица заставило бы их бежать без оглядки. Парень предлагает выпить, но Яна Джай и Пит тут же сдаются, как мокрая бумага. Как только они собираются извиниться за неудачную попытку флирта, позади них появляется Фуджио, как злодей из фильма ужасов, и прогоняет их. Он тут же жалеет, что привел своих дочерей в место, где каждый встречный аниме персонаж видит в них свою следующую вайфу. Чувствуя, что он на пределе, девушки обещают быть рядом, чтобы он не сорвался. Фуджио успокаивается, пока не замечает, что к Суке тоже пристают. В нем тут же включается защитный режим. Не успевает он отдышаться, как к ним подходит еще одна группа парней, и он бросается на них, готовый дать отпор. Но эти парни не флиртуют, они просто хотят сделать селфи и получить советы по поднятию тяжестей. Фуджио, наслаждаясь вниманием, позирует больше, чем чемпион по бодибилдингу на Мистер Олимпия, и невольно вовлекает их в свою церковь железа. В конце концов, Адзаки устает быть живым чайником и уходит, но тут же замерзает на морозе. Она натыкается на пещеру с ванной и ныряет внутрь, но тут же сталкивается лицом к лицу с Сакурой и Сакаки. Вадзаки начинает допрашивать их, убежденная, что это Сакаки подстроил, но на этот раз мужчина невиновен. Сакура и Удзаки начинают болтать, пока не замечают, что Сакаки наблюдает за ними со странной ухмылкой. Оказывается, он просто одинок. С тех пор, как Удзаки появилась в его жизни, у Сакуры почти не остается времени на парней, а Сакаки еще один пропущенный звонок до того, как он станет Джокером. Сакура пытается заставить его замолчать, но уже поздно. Чувствуя себя виноватой, Асаки предлагает провести с ними остаток дня, но Сакураи говорит ей, что она должна сосредоточиться на своей семье, потому что почти не уделяет им внимания. Она понимает, что слишком сильно давит на Фуджио, и решает посвятить этот день ему, но сначала Сакураи делает ей комплимент по поводу купальника. Братство временно восстановлено, и парни понимают, что время от времени нужно проводить время вместе, чтобы сохранить душевное равновесие. Тем временем Адзаки воссоединяется с Цуки и Янаджи, которые тут же говорят Фуджио, чтобы он перестал набирать качков и начал искать еду. Вечером дома Кири все еще сидит на своем коврике, выпрашивая еду, как голодный бродячий кот. Они бросают ему что-то из поездки, напоминая о том, что он пропустил. Он понимает, что упустил возможность сблизиться с ними. Он требует, чтобы Фуджио освободил свое расписание, чтобы они могли снова поехать на следующей неделе. Подозрительно относясь к его внезапной перемене, они требуют ответов. Кири в полном бреду заявляет, что раз даже к девушкам пристают, значит, в горячих источниках полно всяких извращенцев. Его гениальный план — приехать и стать их принцем-очаровашкой. Но девушки приходят в ужас от его отсутствия самоуважения и дают ему пощечину, а Супи наблюдает за происходящим, гордясь своей прекрасной, неблагополучной семьей. После этого в колледже начинается сезон отпусков, и Идзаки болтает с это, ненавязчиво расспрашивая о ее личной жизни. Это рассказывает о свидании, которое запланировал ее парень, а затем меняет тему и спрашивает Идзаки о ее планах Сакураи. Идзаки тут же замолкает, отказываясь признавать свою трагическую одинокую реальность. Позже вечером она приходит к нему домой, чтобы приготовить ужин, и замечает, что он пристально смотрит на нее.
Ее воображение разыгрывается, и она убеждена, что он придумывает грандиозный рождественский план для них двоих. Полностью погрузившись в свои фантазии, Идзаки вступает в мысленную битву со своими чувствами и в конце концов признает, что, возможно, уже влюбляется в этого парня. В разгар кризиса Сакураи зовет ее по имени, и она вздрагивает. Он вдруг говорит ей снять куртку, и она думает, что он хочет побыстрее перейти к делу. Идзаки смущается и снимает топ, готовая сделать столько снимков, сколько он захочет. Но тут он вдруг задирает ей рубашку и говорит, что знал, что это его рубашка, и спрашивает, зачем Идзаки взяла ее из его гардероба. Вот почему этот придурок так на нее смотрел. Идзаки отвечает ему со всей силой своих детских кулачков, обещая вернуть рубашку. Но в порыве гнева она случайно признается, что ей нравится вдыхать его запах. Сакураи называет это странным, и Идзаки смущается. Он пытается отшутиться и обещает забыть, но Идзаки не может смириться с этим унижением. На следующий вечер она предлагает посмотреть фильм ужасов, надеясь, что Сакураи испугается. Ро умоляет о пощаде, потому что не любит ужасы, но она не соглашается, потому что хочет отомстить. Но тут начинается первая сцена, и она тут же обо всем забывает, потому что тоже начинает бояться. Она чуть не выпрыгивает из кожи, и Сакураи спрашивает, зачем она вообще это устроила, и она признается, что никогда раньше не смотрела фильмы ужасов. Она все равно отказывается сдаваться, но по ходу фильма ей становится так страшно, что она бесстыдно цепляется за него изо всех сил. В какой-то момент она зарывается лицом в его одежду, и к концу фильма у нее развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Но Сакураи, пытаясь быть джентльменом, предлагает проводить ее домой, но она боится, что повсюду могут быть призраки, и умоляет остаться на ночь, обещая приготовить ему завтрак и обед взамен. Он соглашается и помогает ей расстелить футон, а потом она идет в ванную. Тем временем он замечает что-то похожее на пакет с едой, но оказывается, что это ее бюстгальтер. Он паникует и извиняется, когда она выходит, но она отмахивается, признаваясь, что сама его оставила. Потом показывает ему свою одежду, в которую переоделась, потому что они такие милые, и Сакура говорит, что это не его белье, смущая ее. Она тут же убегает стирать его. Вскоре Сакуре звонит его отец, который каким-то образом уже знает, что у него в гостях девушка, и подбадривает его, говоря, чтобы он использовал защиту, смущая его. В другом месте Эми и Сакаки ждут Идзаки и Сакуру, чтобы выпить, но приходит только Идзаки и говорит, что Сакура впервые за 2 года вернулась домой. Они идут в бар, где Сакаки рассказывает, что Сакура так долго не появлялась дома, и это определенно странно. Она говорит, что заметила, как изменилось его настроение после звонка отца, и беспокоится, что мало о нем знает. Тем временем Сакура приходит домой, и его тут же встречает мама, Харука, которая не упускает возможности отчитать его за то, что он не появлялся дома. Он едва успевает извиниться, как замечает маленького уродливого человечка у нее в руках. Мама представляет ему Набилку, его младшую сестру, и это удивляет его, потому что он даже не знал, что она существует. Харука в шоке и обвиняет отца в том, что он ничего ему не сказал. Тут появляется Широ, отец Сакуры, и приветствует его. Они наконец-то заходят в дом, и Широ небрежно говорит, что заставил Сакуру жить отдельно, чтобы у них с мамой было достаточно места для развития сюжета. И это привело к рождению Мадоки. Он также забыл упомянуть о ее существовании, сказав, что хотел, чтобы сын сосредоточился на учебе в колледже. Сакура спорит с Широ из-за его сомнительных умственных способностей, а потом говорит, что сегодня вечером вернется домой. Родители пытаются уговорить его остаться, но когда это не срабатывает, Харука хитро вручает ему Мадоку, а Широ готовит ванну, чтобы он остался на ночь. В баре Асаки постепенно напивается и почти ругает себя за то, что так мало знает о Сакуре. Сакаки, развлекаясь, наблюдает, как она пьяно изливает душу, а Эми, чувствуя, что может повеселиться, начинает расспрашивать о их школьных днях. Некоторое время назад он наблюдал, как она пытается скользить по воде, и пытался дать ей несколько советов, чтобы все получилось. Но ее антиинтеллектуальные способности взяли вверх, и понимание ушло на покой. Они решили сделать перерыв, и она использовала это время, чтобы похвалить его отличные навыки плавания, а потом тут же отругала его за то, что он плохой учитель, чтобы скрыть свою собственную неспособность. Он просто смирился с этим, признав, что он не мастер-инструктор, потому что у всех остальных есть хотя бы базовые навыки плавания. И их не нужно учить, как новорожденного олененка ходить. Через несколько минут обсуждения его опыта плавания и наставников, которые его тренировали, она извинилась за то, что сначала подумала, что он за ней следит, и обвинила во всем его глаза. Это задело его за живое, и он почувствовал неуверенность. Она быстро исправилась, снова извинилась за бестактность и вернулась к тренировке. Тем временем Сакаки и Эми с интересом слушают, как она рассказывает всю спортивную историю Сакуры. Оказывается, он полный отстой во всем, что требует оборудования. Но он превращается в зверя, когда дело доходит до чистой силы мышц. Эми, конечно, начала пускать слюни от этой мысли, а Сакаки просто молился, чтобы ее безумная жажда не заставила Узаки сбежать или перестать хвалить Сакуру. В этот момент Сакура играет с маленькой Нодокой.
В этот момент входит Широ и начинает фотографировать их, а потом зовет Сакуру в додзи. Через несколько минут они оба надевают кимоно и готовятся проверить силу друг друга, а Харука развлекает Надоку, надеясь, что парни закончат до ужина. Легкий спарринг быстро превращается в настоящую схватку. Сакура находит возможность нанести удар, но Широ уклоняется и делает шаг назад, чтобы оценить ситуацию. Сакура видит свой шанс и бросается вперед, но Широ мгновенно уворачивается. Широ говорит, что все это было уловкой, чтобы ослабить бдительность Сакуры, но он похвалил его за то, что он стал сильнее с их последней дуэли. Сакура, однако, больше обеспокоен тем, что Широ добавил юбку к своему кимоно, и Широ небрежно объясняет, что просто пытается быть в тренде, как поколение Z. Затем, не теряя времени, он говорит Сакуре, чтобы тот встал и продолжил бой, на этот раз, чтобы обсудить его отношения с Идзаки. Сакура, все еще цепляясь за иллюзию, что у них ничего нет, пытается возразить. Но Широ задает ему настоящий вопрос. Почему Азаки так спокойно купается у него дома и остается на ночь? Сакура начинает длинный монолог о том, что Идзаки не похожа на других девушек, но Широ становится скучно, и он снова бросает его на землю. Понимая, что Сакуре нужен разговор, Широ планирует просветить его, пока будет бросать его по додзи еще несколько раз. Однако этот план прерывается, когда врывается Харука и бросает их обоих на землю, требуя, чтобы они готовились к ужину, и Широ чувствует себя как жена дома. Тем временем Асаки наконец-то возвращается домой, благодаря Эми, которая достаточно протрезвела, чтобы нормально функционировать. Суки благодарит Эми и ведет Асаки внутрь, а Яна же пытается выведать подробности их вечера. К сожалению, все, что Эми может вспомнить, это мысли, которые крутились у нее в голове, пока Узаки болтала о Сакуре. Вернувшись домой, Сакура идет в душ, все еще пытаясь понять, какую загадочную мудрость о взаимоотношениях пытался донести Широ. Но как только он начинает думать, Широ прерывает его, предлагая принять ванну вместе, как в старые добрые времена. Но Сакура уже не мальчик. На следующий день Имура и Фудзио приходят в кафе и застают Сакаки врасплох, когда говорят, что Имура и Акихика были одноклассниками. Фудзио сразу же спрашивает, почему Сакаки еще не качает железо, и предлагает записаться, чтобы они могли тренироваться вместе с Сакурой. Акихика нравится эта идея, и он спрашивает, есть ли испытательный срок, но Имура слишком занят, пытаясь понять, почему Сакура уже полчаса трет одно и то же место на стойке. Ранее он попрощался с мамой, пообещав чаще навещать ее, чтобы наконец-то взять верх над Широ. Но слова Широ из их поединков Дадзе все еще крутятся у него в голове, не давая сосредоточиться. Фудзио, чувствуя, что у Сакуры опять проблемы с девушками, спрашивает, не нужен ли ему снова жизненный совет. Это сразу же задевает Сакаки и Акихика, которые чувствуют себя глубоко преданными, потому что Сакура никогда не обращался к ним за советом. После того, как Сакура заверяет их, что Фудзио просто потрясающе разбирается в людях. Фудзио включает свои детективные навыки и начинает строить несколько теорий об отношениях, которым не учат в школе. Акихика дает философский совет, говоря Сакуре, что нужно не торопиться, потому что это решение может изменить всю его жизнь. Он также уверяет его, что сколько бы времени это ни заняло, друзья не будут осуждать его за то, что он не торопится с решением. На следующей неделе Сакура решает, что пора как следует поблагодарить Узаки за все, что она для него сделала за эти годы. Как только он собирается произнести свою проникновенную речь, она подъезжает в неоправданно хорошем настроении и сразу же портит момент, высмеивая его за то, что у него нет друзей, с которыми можно было бы провести Рождество. Затем она небрежно упоминает, что ее пригласили на вечеринку, но она готова пропустить ее, чтобы вместо этого провести время с ним. Это выводит его из себя, и он огрызается на нее, чтобы та перестала приходить только для того, чтобы поиздеваться над ним. Но Узаки продолжает следовать за ним, умоляя о пощаде, а Сакаки наблюдает за ними издалека, гадая, сколько времени понадобится этим двум идиотам, чтобы признать, что они явно влюблены друг в друга. Позже, тем же вечером, Медзаки стоит у дома Сакуры, отчаянно умоляя впустить ее, но он игнорирует ее, решив преподать ей урок. На следующий день в кафе Сакаки и Эми допрашивают Азаки, обвиняя ее в том, что она каким-то образом испортила все, чего добилась с Сакурой. Азаки, уставшая от их словесных нападок, отмахивается и говорит, что ей все равно, что Сакура злится, потому что у нее есть другие люди, с которыми можно провести Рождество. Сакаки, не поверив, ей бросает бомбу. Их с Сакурой пригласили на вечеринку с девушками. И поскольку Азаки явно не справляется с делами, он решил, что пора наконец-то позволить своему парню найти себе девушку, которая сделает его настоящим мужчиной. Но тут вмешивается Акика, говоря, что нужно дать Узаки последний шанс все исправить, прежде чем они откажутся от операции Купидон. Той ночью Янаги узнает об этом и сразу же предупреждает Узаки. Либо она помирится с Сакурой, либо рискует провести Рождество как Кири, одинокий придурок. Когда Кири спрашивает, что это значит, он с гордостью объявляет, что у него планы с лучшими спортсменами из школы. Однако Янаги говорит ему, что он просто хвастается, и напоминает, что его команда состоит из социально неуклюжих чудаков. Мидзаки, раздраженный ее вмешательством, говорит Янаги не лезть не в свое дело и уходит в свою комнату. Но Янаги уже придумывает план, как все исправить. На следующий день она заходит в кафе, и Эми, почувствовав неладное, сразу же спрашивает, в чем дело. Заметив, что Азаки и Сакура все еще в ссоре, Янаги делает свой ход.
Она подходит к Сакуре и небрежно спрашивает, не хочет ли он провести Рождество за игрой с ней, раз уж Азаки запретили приходить к нему домой. Прежде чем он успевает что-то ответить, Азаки ревнует и предлагает ему провести Рождество у нее дома, избегая темы с группой и при этом оставаясь с ней. Янаги пытается предупредить ее, что это ужасная идея, но Азаки игнорирует ее и продолжает настаивать, пока Сакура не соглашается. Затем, когда сделка уже заключена, Янаги напоминает ей о глубокой ненависти Фудзио к любому парню в жизни Азаки. Поняв свою ошибку, Азаки паникует, но уже слишком поздно отступать, и она обещает что-нибудь придумать. Когда наступает вечер, Азаки приводит Сакуру домой. И сначала Фудзио тепло приветствует его, пока не видит его лицо. Мгновенно его темная аура активируется, и он начинает бороться со своими внутренними демонами, чтобы сдержать гнев, когда понимает, что действительно знает его. Тем временем Кири с другими бета-самцами в караоке-баре пытается спеть о своей боли, но вместо этого одиночество берет верх, и он приходит к выводу, что ему нужна девушка. Вернувшись в дом Узаки, Сакура сидит за обеденным столом, пытаясь завязать разговор с Фудзио, но каждый раз, когда он открывает рот, на него бросают убийственный взгляд. Поняв это, Цуки вмешивается и говорит Фудзио успокоиться, временно разряжая обстановку. Как только Фудзио начинает приходить в себя, он вспоминает, что рассказал Сакуре о чувствах Узаки в спортзале, что вызывает мгновенную панику. Он отводит Сакуру в сторону, на мгновение сдерживая гнев, и спрашивает, помнит ли он их разговор. Когда Сакура вспоминает, он сразу же пытается уйти, но Фудзио преграждает ему путь, умоляя молчать, чтобы Азаки могла насладиться Рождеством. Сакура соглашается, но как только он возвращается к столу, лицо Азаки начинает сводить его с ума, и он заглушает свои мысли, выпив стакан мочи. Фудзио едва сдерживается, когда Мидзаки начинает флиртовать за обеденным столом, но он держит себя в руках ради нее. После ужина он с гордостью наблюдает, как Узаки веселится с Сакурой и думает, что его план сработал. Но затем Сакура внезапно берет тайм-аут, говоря, что не может больше притворяться. В отчаянии Фудзио спрашивает, сотрет ли его нокаут воспоминания, но Сакура предлагает другой вид амнезии, уничтожающий его печень. Фудзио воспринимает это как вызов и достает тяжелую артиллерию, призывая Сакуру напиться до беспамятства. Примерно через час Сакура едва может держать голову прямо. Фудзио, думая, что миссия наконец-то выполнена, предлагает закончить на этом, но Азаки еще не закончила. Она начинает трогать лицо Сакуры, и в состоянии алкогольного опьянения он начинает отвечать на все вопросы без фильтра. Воспользовавшись возможностью, они заставляют Цуки прокатить его. Она просто хочет поблагодарить его за заботу об Азаки. Но это каким-то образом вызывает целую речь о том, как Азаки на самом деле заботилась о нем все это время. Затем, в момент пьяной откровенности, он рассказывает свою трагическую историю о том, как полное отсутствие стыда у его отца и чрезмерная демонстрация привязанности к матери сделали его социально неуклюжим и изолированным. Затем он меняет тему, объясняя, что Широ на самом деле сказал ему серьезно относиться к Азаки, потому что неправильный шаг в их отношениях может навредить ей. Это откровение обрушивается на Фудзио как товарный поезд, заставляя его понять, что Сакура действительно любит Азаки. Некоторое время спустя Фудзио выходит из соседнего магазина, все еще обдумывая слова Сакуры. Он понимает, что парню пришлось нелегко из-за того, что его отец был жестоким неудачником, поэтому решает дать ему поблажку. Но как только он входит в свою квартиру, он видит нечто шокирующее. Азаки пытается раздеть Сакуру. Яна Гид фотографирует, как будто это ее подработка, но Сой просто сидит и не пытается остановить это безумие. Оказывается, пока Фудзио не было, Азаки обыграла Сакуру в карточной игре и была готова ко второму раунду. Поэтому Яна Джей предложила сделать игру интереснее, добавив наказание для проигравшего. Азаки, слегка подвыпившая и всегда готовая пошалить, согласилась. Сакура снова проиграла, и бум, она начала раздевать его, пока Янаджи документировала место преступления для Ами. Суки в ужасе от морального разложения в ее доме решила вмешаться, но не для того, чтобы остановить их, а чтобы убедиться, что одежда Сакуры останется чистой. Когда Азаки уже собиралась снять с него рубашку, Фудзио остановил ее и прекратил операцию. Он снова одевает Сакуру, извиняясь за то, что оставил его на милость своих развратных дочерей. Он предлагает вызвать ему такси, но Азаки настаивает, что они должны отвезти его домой, потому что он слишком пьян, чтобы идти самостоятельно. По дороге Мидзаки спрашивает Фудзио, злится ли он на нее, но он не отвечает, даже говорит Сакуре, что она может приходить к ним снова. В квартире Сакуры Мидзаки помогает ему войти и раскладывает футон, дразня его тем, что в его возрасте ему нужна няня. Чувствуя вину, он извиняется за беспокойство и обещает исправиться. Это извинение отличается от других, и она обнимает его, говоря, что он может оставаться таким, какой он есть, рядом с ней. Затем она оказывается под ним на кровати, и он готов войти в нее. Снаружи Фудзио удивляется, почему она так долго. Внутри Сакура смотрит ей в глаза, наклоняется, а Азаки готовится к худшему, закрывая глаза, но он падает рядом с ней, полностью отключившись. Азаки вздыхает, укладывает его и уходит. По дороге домой она вспоминает этот почти случившийся момент и краснеет.
Фудзио подозрительно спрашивает, почему она так долго, но она уклоняется от ответа, и вместо этого спрашивает его, почему Сакура была так пьяна, из-за чего у Фудзио чуть не случился сердечный приступ из-за его неудачного плана по разрушению печени. На следующий день в кафе Уми улыбается, как будто выиграла в лотерею. Азаки, уже предчувствуя неприятности, спрашивает, в чем дело. Только чтобы увидеть скандальные фотографии, которые Джена ей прислала. Азаки пытается объяснить, но Ами это не волнует. Она просто благодарит ее за то, что она раздела Сакуру, и отдает оговоренную плату. Эзики спрашивает, стоит ли Ами тратить деньги на такие вещи, но Ами воспринимает это как просьбу о повышении зарплаты. И удваивает оплату, поощряя ее и Янаджи продолжать цепочку поставок. В этот момент входит Сакура, и Азаки, чувствуя вину, пытается извиниться, но Ами и Акихико стратегически отступают, чтобы дать им уединение. Сакура, однако, понятия не имеет, что произошло. Азаки, пытаясь все исправить, показывает ему фотографии, чтобы освежить его память. Он смотрит на них в ужасе, но нет, он все еще ничего не помнит, поэтому они просто решают продолжить свой день. Позже вечером они вместе идут домой, обсуждая планы на Новый год. На перекрестке, когда Азаки исчезает из виду, Сакура бежит к своей квартире быстрее Усейна Болта. Он весь день думал об этом почти поцелуя и хочет побыть один. Он проводит остаток года, наблюдая за ней в ее естественной среде обитания, пытаясь разобраться в своих чувствах. Затем наступает Новый год, и Азаки идет домой, чтобы переодеться для посещения храма, а Сакура, как того требует традиция, идет, чтобы снова сломать Широ позвоночник. Широ, который всегда хотел подлить масло в огонь, замечает, что он не в своей тарелке, и начинает дразнить его из-за Азаки, за что получает сильный удар в лицо. Они продолжают драться, пока не вмешивается Харука, напоминая Сакуре о его планах на храм. В храме Сакура встречается с Акихико и Сакаки, здоровается с ними и сообщает, что знает, что Азаки испытывает к нему чувства. Он ожидает, что они будут смеяться, но Сакаки просто смотрит на него, как будто он самый тупой человек в истории аниме, и говорит, что это очевидно для всех. Сакаки спрашивает, что он собирается с этим делать, но Сакура говорит, что ничего, потому что она сама не призналась, что раздражает Сакаки, который тут же взрывается, называя это самым глупым планом, который только можно придумать. Прежде чем лекция продолжится, звонят Ами и Азаки, прерывая разговор. Парни обещают поддержать любое решение Сакуры и идут им навстречу. После посещения храма Сакаки, Ами и Акихико садятся в машину, чтобы согреться, оставляя Азаки и Сакуру наедине. Когда первый рассвет Нового года